Всем привет! Вы на канале Даша Техник. И в этом видео я хочу вам рассказать обо всех экспонатах на форуме Армия-2023. В этом видео вы узнаете и про самолеты, и про танки, и даже про средства ПВО, дроны и противодронную защиту, ну и про многое, что используется российской армией в боевых действиях. Итак, поехали! Танк Т-62 продолжает быть актуальной машиной. Во-первых, их в свое время изготовили огромное количество, и у него достаточно неплохая пушка. А в 60-е годы прошлого века она была вообще лучшей, но с момента разработки Т-62 конструкторская мысль в этом плане пошла немного дальше. И забавно, что в первом видео было очень много замечаний к моей фразе, что большевики наклепали очень много танков Т-62, и почему-то основная часть зрителей слово «большевик» воспринимает в отрицательной коннотации, что странно, ведь фабрику большевичка почему-то никто не стесняется. А технически буква «Б» исчезла из названия партии только в 1951 году, а танк Т-62 приняли на вооружение ровно через 10 лет. Но от переименования партии большевиков в КПСС суть особо-то не поменялась. Но вернемся к бесконечной модернизации Т-62. Те же самые большевики или советские конструкторы, сами того не понимая, а может и сознательно заложили огромный модернизационный потенциал этого танка. И напомню, что изначально танк выглядел именно так, а потом добавились знаменитые брови Брежнева, с которым Т-62 вошел в Афганистан. И использовался там танк как передвижная огневая точка, так как у противника танки отсутствовали и осколочно-фугасные снаряды отлично справлялись с живой силой. Но давайте же проследим конструкторскую мысль в динамике. На прошлом форуме Армия-2022 танк Т-62М тоже вызвал немало интереса у публики. И напомню, что помимо блоков динамической защиты у танка присутствовала и характерная мачта, благодаря которой возможности танка существенно повысились. Электромеханическая мачта с многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой включает в себя тепловизоры, телевизионную камеру и лазерный дальномер. Система представляет собой подвижный по вертикали и горизонтали полностью стабилизированный блок, установленный на выдвижной мачте в кормовой части башни. В сложенном состоянии высота мачты составляет 1,3 метра, а в полностью выдвинутом 5. Наличие такого устройства позволяет экипажу обнаружить противника в любое время суток и в том числе в неблагоприятных погодных условиях. И как видно, на танке образца 2023 года этой мачты нет. И, видимо, по итогам боевых действий был сделан вывод, что такие возможности по наблюдению за полем боя танку не нужны. И напомню, что сейчас Т-62 используется в качестве подвижной огневой точки, а не как полноценный танк. Зато значительно усилили бронирование башни. И обратите внимание, что на прошлогоднем танке башня не усилена ни блоками динамической защиты и ни противокумулятивными экранами. В самом начале выставки меня удивила целая плеяда мохнатой боевой техники, и самый брутальный образец – это танк «Армата». И любопытно, что тема самого перспективного отечественного танка продолжает развиваться, и новые доработки делаются на основе полученного боевого опыта. В частности, характерная накидка служит для снижения как визуальной видимости танка, так и тепловой и радиолокационной. Хоть и танк создавался уже с учетом требований малозаметности, видимо, такой апдейт внешнего вида необходим даже для танка нового поколения. На выставке другие танки тоже были представлены в специальной маскировке. Т-72Б3, те, кто знает меня с моего первого канала про моделизм, наверное, помнят мое видео, где я разбирала отличия разных версий танка Т-72Б3. И вот, судя по всему, появился еще один вариант самого распространенного современного танка России. Его отличительной чертой является усиленная защита. И обратите внимание, что даже ствол пушки с боковых сторон прикрыт блоками динамической защиты. И, конечно же, нельзя обратить внимание на характерный скворечник вверху башни. И это уже заводской вариант характерных козырьков против джавелинов, которые получили широкое распространение еще в начале 2022 года. И обратите внимание, что сверху козырек прикрыт блоками динамической защиты, что тоже вполне разумно. Российские танки впервые оснастили комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон», работа над которым велась в специализированном холдинге лаборатория ППШ. Известно, что комплекс работает в 4 диапазонах частот. Управление «Тритоном» также может осуществляться дистанционно с выносного пульта, и он может заряжаться как автономно от аккумулятора, так и от бортовой сети танка. И это очень своевременное и актуальное решение. Копеечные дроны уже успели наделать очень много шума, и их можно либо сбивать, что не всегда возможно, либо подавлять, а накрыть все войска средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому танкам нужно будет их возить с собой.
Ну а тему мохнатых танков продолжает Т-80 БВМ. 80-ки, в отличие от ее коллег, не приделали сетки по бокам козырька. И, кстати, козырьки сделаны быстросъемными на болтах, и в случае чего их можно быстро демонтировать. Ну а разглядывая экспонат, сразу можно заметить, что такому апгрейду подверглась только башня. И понятно, что в ней находится сразу 2 члена экипажа, но помимо башни у танка еще остается очень много незащищенных плоскостей. И тут ненароком хочется вспомнить Т-34, которые штурмовали Берлин, и у них тоже были приделаны противокумулятивные экраны, так что развитие техники идет по спирали. А основной танк Т-80, которому, кстати, в июле исполнилось 45 лет, стал во многом необычной машиной. Считается, что своим появлением он обязан теории танкового прорыва времен Холодной войны. Философия Т-80 – это стремительная атака и скоростное передвижение по автотрассам. И в случае начала боевых действий советские танковые части, расположенные в Восточной Европе, могли за короткое время совершить бросок в любую часть континента. На шоссе Т-80 был способен развивать рекордную для танка скорость – до 80 км в час. Т-80 БВМ – это глубокая модернизация танка Т-80 БВ, поступившего на вооружение в 1985 году. На новые версии 80-го устанавливается доработанный газотурбинный двигатель, более мощный и более экономичный, чем его предшественник. А для защиты от средств поражения противника танк оснащается комплексом модульной динамической защиты «Реликт» и противокумулятивными решетчатыми экранами. Такая защита способна обезопасить танк даже от попадания современных снарядов тандемного типа. А мохнатели также танк Т-90М, и только в отличие от предшественника на нем сделали ограждение башенной веранды. Интересно, насколько экипажу будет удобно залезать и покидать танк с такой доработкой, особенно в момент нештатной ситуации, и как такая сетка ограничивает поле зрения экипажа, и уж тем более усложняет ведение огня зенитным пулеметом. И также не лучшим образом веранда влияет на заметность танка на поле боя. Ведь танки советской танковой школы отличались своими небольшими габаритами по сравнению с западными коллегами, а с козырьками это преимущество несколько теряется. Т-90М получил принципиально новый башенный модуль, отличающийся от серийных в прошлых версиях. Мощная 125 миллиметровая танковая пушка обеспечивает применение новых боеприпасов высокой эффективности. Например, для поражения тяжело бронированных целей новый 90 может стрелять бронебойными подкалиберными боеприпасами. А управляемая ракета разработки Тульского КБ приборостроения способна поражать не только танки с современной динамической защитой, но и низколетящие цели, в том числе и вертолеты. А глазами Т-90М служит многоканальный прицел с тепловизорным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, а также каналом управления ракетой. Новейшие электронные устройства обеспечивают всесуточное применение. А в этом году на выставке было аж 3 арматы, что на одну больше по сравнению с прошлым годом. Одну ободранную армату вы видели в начале видео на стенде Рособоронэкспорта. Мохнатую армату я вам только что показала, и нам осталось посмотреть на 3-й по счету танк Т-14, который выставляется на стенде Уралвагонзавода. Это производитель легендарного танка. И известен этот образец арматы тем, что он является предсерийным, то есть именно в таком виде Т-14 пойдет в массовое производство. По словам представителя Уралвагонзавода, в отличие от парадных вариантов арматы, на модернизированной предсерийной версии установлена новая бронезащита, а отдельные варианты танка также оснащены накидкой. Это специальное покрытие, которое снижает не только вероятное обнаружение танка противником, но и усложняет наведение высокоточных средств поражения. Но основная идея разработки корпуса остается прежней – это защита экипажа. И кроме того, в обновленной версии Т-14 сохранена концепция изолированного размещения людей от топлива и боекомплекта, а также применен дистанционно управляемый башенный модуль, а также материалы, снижающие радиолокационную заметность. А также очень любопытный образец был показан на стенде Уралвагонзавода рядом с «Арматой». Это боевая машина поддержки танков БМП-Т-2. Первый терминатор выполнен на базе шасси танка Т-90, а второй, представленный на армии 2023, уже на базе танка Т-72. Это один из самых массовых танков в мире. Машина вооружена 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами и также спаренным пулеметом. Терминатор-2, в экипаже которого, в отличие от первой модели, уже не 5, а 3 человека, способен развивать скорость до 60 км в час. Терминатор-2 дает вторую жизнь отечественному танку Т-72. На него устанавливается боевой модуль, современная система управления огнем, большой боекомплект, 860 выстрелов и комплекс управляемого вооружения, включающий противотанковые ракеты «Атака-Т». И машина позволяет вести длительный прицельный огонь, удерживать позиции и захватывать опорные пункты.
Пушка Терминатора-2 может стрелять не только обычными, но и так называемыми умными снарядами. Научно-производственное объединение «Прибор» создало для 30-мм пушки умный снаряд с управляемым воздушным подрывом, и он предназначен для поражения живой силы противника в укрытиях, а также ракет и беспилотников. Обычный снаряд с контактным взрывателем срабатывает при попадении в преграду, а умный рядом с целью или же над ней. И этот принцип заимствован у зенитных ракет. А завершая тему самых интересных танков, я хочу вам показать вот такой вот надувной макет. Ага, скажут поклонники западных стран, вот ваши хваленые танки. И да, оказывается, что сейчас, в 2023 году, нужны такие обманные макеты. Хотя лично я не очень понимаю их сути на данный момент. Сейчас во многих армиях мира огромное количество карманных БПЛА с хорошими, пусть даже и бытовыми цифровыми камерами. И неужели, что на данном этапе развития средств разведки нельзя понять, что перед вами стоит не настоящий танк? Так что вопрос к аудитории. Неужели действительно сейчас нужны такие макеты в войсках? Одной из наиболее интересных отечественных разработок последнего времени является унифицированная гусеничная платформа «Армата» и техника на ее базе. Каждое появление таких машин неизменно привлекает внимание специалистов и общественности. Т-16 представляет собой бронированную ремонтно-эвакуационную машину на гусеничном шасси унифицированной конструкции, и за счет специального оснащения она способна оказывать помощь застрявшим, поврежденным или подбитым бронемашинам разных классов. И при этом унифицированная платформа дает БРЭМ высокие технические и рабочие характеристики. БРЭМ построена на шасси «Армата» в его танковой версии с кормовым размещением моторно-трансмиссионного отделения. Передняя половина корпуса получила крупную настройку-рубку, смещенную к левому борту. Рубка выполнена из брони и несет накладные модули. Внутри нее находится рабочее место экипажа и часть целевого оснащения. Сообщалось, что баллистическая и динамическая защита дополнена бортовыми комплексами РЭБ. На лобовой части корпуса БРЭМ находится бульдозерный отвал с гидравлическим приводом. При вытаскивании техники он используется в качестве упора, а при работающем кране манипуляторе выполняет функцию дополнительной опоры домкрата. Слева от рубки находится основной подъемный кран, способный поднимать грузы до 2 тонн. В корме на правом борту находится еще один кран поменьше. Внутри корпуса помещена основная лебедка для работы с застрявшей техникой. БРЭМ Т-16 не предназначается для активного боя, но может защитить себя, и для этого на машине имеется набор дымовых гранатометов. Кроме того, на крыше рубки размещен дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом. Экипаж Т-16 включает 3 человека. От предыдущих отечественных БРЭМ новый отличается увеличенным внутренним объемом, за счет чего удалось улучшить условия работы экипажа. Ну а больше контента обо мне вне техники и моделизма есть на моей страничке на Бусти, ссылочка есть в описании. Самый крутой экземпляр инженерной машины был представлен на стенде Уралвагонзавода, и встречайте, это объект 153 или УБИМ, универсальная бронированная инженерная машина. И в парке техники инженерных войск должны присутствовать бронемашины разных типов, способные решать широкий круг задач. Несколько лет назад в нашей стране появилась идея создания универсальной инженерной бронемашины, способной заменить сразу несколько существующих образцов. Новая машина должна решать задачи, свойственные сразу нескольким классам техники. УБИМ должна решать задачи ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и путеукладчика. И кроме того, к ней предъявляются особые требования в части подвижности и защиты. Подобные инженерные задачи были решены путем применения танкового шасси и набора специального оборудования разного рода. УБИМ был построен на шасси основного танка Т-90М, и в связи с новыми задачами корпус готовой машины серьезно перерабатывается и сохраняет лишь отдельные свои черты. В частности, сохраняются некоторые особенности компоновки. В передней части корпуса помещается рубка с рабочими местами экипажа и часть целевой аппаратуры. Центральный объем вмещает необходимую аппаратуру, а корма по-прежнему остается под силовую установку. Бульдозерное оборудование позволяет УБИМ работать в городских условиях, а также на полях и в горной или лесистой местности. Во всех случаях обеспечивается перемещение грунта или различных обломков. При помощи отвала объект 153 должен расчищать завалы и обеспечивать проход другой техники, как боевой, так и вспомогательной. На правом борту корпуса на усиленной надгусеничной полке конструкторы поместили опорно-поворотное устройство стрелы, способное нести различные рабочие органы. Основным рабочим органом на стреле является ковш с захватом. При переводе машины в походное положение он оказывается позади кормы и поднимается вверх во избежание задевания грунта. УБИМ не должен вступать в прямое соприкосновение с противником, но все же оснащается оружием для самообороны. В задней части крышки рубки предусмотрено посадочное место для дистанционно управляемого
боевого модуля. Есть основания полагать, что БИМ может заинтересовать и зарубежных заказчиков. Основные боевые танки семейства Т-90 поставляются множеству зарубежных армий, которым требуется и инженерная техника. Использование унифицированного шасси в таком случае оказывается важным конкурентным преимуществом. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М на базе танка Т-90С предназначена для работы с танками весом до 50 тонн. Экипаж машины состоит из 3 человек – командира, механика-водителя и сцепщика-такелажника. Буксировка танков производится на буксируемых тросах или на полужестком буксируемом приспособлении с внутренней амортизацией. Для вытаскивания застрявших танков БРЭМ-1М оборудована лебедкой с тягловым усилием до 35 тонн и блоком полиспастов, с применением которых тягловое усилие лебедки возрастает до 140 тонн. Для снятия и установки агрегатов при ремонте поврежденных танков ремонтно-эвакуационная машина оснащена стреловым полноповоротным краном грузоподъемностью в 20 тонн. Для производства земляных работ по отрытию укрытий, расчистке проходов и закреплению машины при работе тягловой лебедкой на БРЭМ-1М установлен сошник-бульдозер с гидравлическим приводом. Для размещения контейнеров с инструментом, приспособлениями и запасными частями на крыше корпуса машины установлена грузовая платформа грузоподъемностью в 1,5 тонны. А электросварочная аппаратура для резки и сварки стали получает энергию от стартер-генератора. Бронирование БРЭМ-1М противоснарядное комбинированное для борьбы с легкобронированными наземными целями живой силы противника, а также для защиты от нападения с воздуха смонтирована крупнокалиберная зенитно-пулеметная установка. Плавающая бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л на базе БМП-3 предназначен для работы с боевыми машинами пехоты. Проведение грузоподъемных работ при полуподъеме машины, при эвакуации и ремонте, замене узлов и агрегатов и в том числе боевых отделений силовых блоков производится с помощью крановой установки грузоподъемностью в 5 тонн. С помощью сошника-бульдозера БРЭМ-Л может производить земляные работы при оборудовании ремонтных площадок, а также для снятия грунта при подготовке к вытаскиванию других машин. Водоотражающий щиток и телескопическая воздухозаборная труба обеспечивают БРЭМ-Л уверенное движение на плаву при волнении моря до 3 баллов, а также позволяет выполнять на плаву буксирование машины легкой категории по массе. Грузовая платформа позволяет транспортировать различные запасные части машин. С помощью установленной на машине электросварочной аппаратуры можно производить электросварочно-режущие работы по стали и алюминиевым сплавам. Экипаж из 3 человек состоит из командира, мастера по электроспецоборудованию, механика-водителя, крановщика и слесаря-сварщика-такелажника. Для самообороны на вращающемся люке командира установлен пулемет ПКТ. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-К на базе бронетранспортера БТР-80 имеет то же предназначение, что и описанное выше, но работает с поврежденными бронетранспортерами БТР-60, БТР-70 и БТР-80, а также их модификациями. Подъем груза осуществляется тросом тяговой лебедки, пропущенной через люк в нижнем лобовом листе корпуса. Эта же лебедка с тяговым усилием в 4,4 тонны и длиной троса в 75 метров используется для вытаскивания застрявшей техники. Кран-стрела также может монтироваться на башне машины. В этом случае получается поворотный кран за счет вращения башни с ручной лебедкой грузоподъемностью в 0,8 тонны. От БТР-80 ремонтно-эвакуационная машина МРЭМ-К унаследовала пулемет ПКТ в башне с боезапасом в 1500 патронов, а экипаж составляет 4 человека. Уран-6, новейший российский робот-сапер, представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный-трал, и в зависимости от задач, которые ставятся перед комплексом, на него может быть установлено до 3 различных тралов. Это байковый, катковый и фрезерный, а также бульдозерный отвал и механический схват. Оператор может управлять комплексом на удалении до 1000 метров, а на устройстве имеются 4 видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор. Роботизированный саперный комплекс Уран-6 в состоянии обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет, мощность которого не превышает 60 кг в тротиловом эквиваленте. При этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава. Обнаруженные на местности боеприпасы Уран-6 обезвреживает, либо разрушая их физическим способом, либо приводя их в действие. Комплекс Уран-6 использовался в ходе проведения операций в Сирии, где применялся при разминировании Пальмиры, Алеппо и других городов. Были произведены расчеты, которые показали, что один робот-сапер Уран-6 за день в состоянии выполнить объем работ, которые могли бы сделать подразделение из 20 саперов. Уран-14 является многофункциональным роботехническим комплексом пожаротушения МРТКП на гусеничной базе, и он предназначен для ликвидации последствий технологических аварий и пожаров, инженерной разведки местности и доставки к месту применения средств пожаротушения в режиме дистанционного управления.
Комплекс рассчитан на применение в зоне высоких температур, а также других опасных для жизни человека условиях. Комплекс просто удобен в управлении и уникален по своей эффективности и безопасности работы, что исключает непосредственный контакт человека с опасными для жизни температурами в зоне пожаротушения. Комплекс оснащен цистернами с водой и пенообразователями емкостью 2000 литров и 600 литров соответственно, и предусмотрена возможность применения МРТКП с подключенным внешним источником воды. Кроме того, Уран-14 имеет поворотный хват, который может переносить груз массой до 2 тонн. И интересно на выставке смотрелись танковозы. Сидельный тягач высокой проходимости БАЗ-6403 8х8 используется для буксировки полуприцепов при эксплуатации по всем видам дорог и отдельным участкам местности и выпускается Брянским автомобильным заводом. Он предназначен для буксировки полуприцепов общей массой до 71 тонны и движением по всем видам дорог и местности. Сидельный тягач КАМАЗ-65-221-22 с обновленной кабиной. Автомобиль предназначен для буксирования полуприцепов полной массой до 70 тонн, то есть он способен перевозить все виды современных российских танков, включая «Армату». И обратите внимание, что позади кабины расположена лебедка для затаскивания буксируемой техники на прицеп. И главное отличие от тягачей прошлого поколения – это кабина, заимствованная от КАМАЗов серии К3. Ранее таких кабин на военных версиях камских грузовиков я не встречала. А некоторое время назад я слышала, что военные отказались от кабин нового поколения из-за низко расположенных приборов освещения. И, видимо, мнение заказчика поменялось. Автотопливо-маслозаправщик автобронетанковой техники АТМЗ-7-65-224. Машина предназначена для заправки автобронетанковой техники боевых частей подразделений в районах сосредоточения при невозможности развертывания средств массовой заправки. Автомобиль может также и заправлять разогретым маслом в случае низких температур, а также помимо автомобилей и бронетанковой техники еще и малые суда. Особенно любопытно выглядят канистры, видимо, для порционной раздачи топлива про запас. МЗА ВТ-1 – мастерская заряда и ремонта аккумуляторных батарей. В современной армии существует огромное количество разнообразных источников постоянного тока, и, соответственно, постоянно требуется их ремонт и обслуживание в полевых условиях в любое время года. И для этого и создана эта машина на шасси Урала на базе современного семейства Торнадо. Ремонтно-слесарочная мастерская в автотракторной комплектации. РМС АТ-1 предназначена для выполнения разборочно-сборочных, слесарно-подгоночных и других работ при ремонте автотракторной техники в полевых условиях. Мастерская имеет собственную электросиловую установку, преобразовыватель частоты тока для питания электрифицированного высокочастотного инструмента, кран-стрелу и палатку для ремонта машин в непогоду и также другое оборудование. Мастерская может проводить сварочные, меницко-жестянские, столярные, обойные, малярные и заправочно-смазочные работы, а также зарядку аккумуляторных батарей. Мастерская выполнена на базе шасси автомобиля Урал Торнадо. Сидельный тягач КАМАЗ-65-221-22 с обновленной кабиной. Автомобиль предназначен для буксировки полуприцепов полной массой до 70 тонн, то есть он способен перевозить все виды современных российских танков, включая «Армату». И обратите внимание, что позади кабины расположена лебедка для затаскивания буксируемой техники на прицеп. Главное отличие от тягачей прошлого поколения – это кабина, заимствованная от КАМАЗов серии К3. И ранее таких кабин на военных версиях камских грузовиков я не встречала. Некоторое время назад я слышала, что военные отказывались от кабин нового поколения из-за низко расположенных приборов освещения. И, видимо, мнение заказчика поменялось. А больше контента обо мне вне техники и моделизма можно увидеть на моей страничке на Бусти. Там вы можете поддержать мою деятельность. Ссылочка будет в описании, а также заглядывайте на мой основной канал Dasha Models, где я строю модели увиденной мной техники. КАМАЗ-53-501 грузовик общего назначения с дополнительным бронированием кабины.
И когда я издалека увидела эту машину на экспозиции, мне показалось, что это ГАЗ-66. И согласитесь, что у них есть общие черты во внешнем виде. Главной моделью, предназначенной как для военных, так и для гражданских нужд, является КАМАЗ-53501. В армии России этот автомобиль используется не только для перевозки личного состава и различных грузов, но и как платформа для установки специального оборудования и экранных конструкций. Все больше военной автомобильной техники получает дополнительное бронирование уже заводского производства, и сделаны они по специальному заказу по опыту спецоперации. Броня закрывает водителя и основные агрегаты, а также бензобаки. Эта машина не используется в бою, но с учетом обстрела путей снабжения такая техника будет востребована в войсках. В условиях проведения специальной военной операции свою актуальность доказал демонстрируемый на выставке защищенный санитарный автомобиль тактического звена «Медицинский транспортер» ЗСАТ. Автомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь с оказанием им первой помощи на месте ранения, а также в процессе транспортировки. Кроме того, подобные броневики защищают медиков и пострадавших от возможных рисков, связанных с воздействием противника. Базовое шасси отличается высокими характеристиками подвижности и проходимости, а также имеет мягкий ход, что важно для санитарного транспорта. ЗСАТ способен за раз эвакуировать в безопасное место до 6 сидячих и до 4 лежачих раненых. Не обошлась эта выставка без броневиков семейства Тайфун-К. Машины этого класса великолепно подходят для перевозки бойцов в прифронтовой зоне и в местах, где высока вероятность действия диверсионно-разведывательных групп противника или всевозможных партизан, повстанцев, сепаратистов и террористов. Даже бронестекла этого автомобиля выдерживают не менее 2 попаданий из КПВТ подряд. Кстати, их толщина достигает 129 мм, и поэтому можно смело называть Тайфун-К самым защищенным бронеавтомобилем России. Эта огромная машина массой 24 тонны с легкостью движется по бездорожью и на шоссе развивает скорость в 110 км в час. Скорость маневрирования войсками, а значит и переброски большого количества военнослужащих с одного участка фронта на другой, имеет сейчас первостепенное значение, и Тайфун-К легко обеспечивает это передвижение, превосходя по своим мобильным качествам даже обычные БТРы и совершенно не уступая армейским грузовикам. В качестве базы для РХМ-9 был выбран бронеавтомобиль КАМАЗ-63969 Тайфун-К, разработанный в первой половине прошлого десятилетия. Это трехосная защищенная машина с высокими характеристиками подвижности и проходимости. При полной массе в 24 тонны базовый броневик способен развивать скорость не менее 100 км в час и преодолевать различные препятствия. РХМ-9 сохранила бронекорпус с узнаваемой лобовой частью. Этот вариант корпуса для Тайфуна-К получил комбинированную противопульную, противоосколочную и противоминную защиту. Внутри объемного корпуса размещается до 12 человек, включая водителя. Доступ внутрь обеспечивается люками на скулах корпуса и в крыше, а также кормовой аппарелью. При перестройке в РХМ-9 базовый броневик получает широкий круг новых приборов и устройств. Так, внутри десантного отделения устанавливаются автоматизированные рабочие места экипажа, а также различные приборы и устройства. Обитаемый отсек получает новую улучшенную фильтрационную установку, обеспечивающую длительную работу на зараженной местности. А на крыше корпуса монтируется боевой модуль с пулеметом для самообороны. На шасси камского грузовика показали новую машину Салага-О. Название, конечно, забавное, но за столь странной кличкой скрывается довольно интересный агрегат – пункт обработки информации. Важнейший аналитический пункт обработки разведданных способен даже сам осуществлять принятие решений для управления ракетными войсками и артиллерией, предлагать варианты их немедленного использования, реагирования на тот или иной шаг противника, на перемещение его войск. А назвали его Салагой. Заказчик так характеризует основные задачи комплекса. Это повышение эффективности ведения разведки, интеллектуализация управленческих решений планируется осуществляться за счет использования пункта комплексной обработки разведывательной информации Салага-О, который способен осуществлять поддержку принятия решений для всех инстанций управления ракетных войск и артиллерии. На форуме «Армия-2023» КАМАЗ представил семейство бронированных грузовиков для работы в условиях огневого противодействия противника. Грузовик нельзя обеспечить защитой на уровне танка, но опыт, приобретенный в ходе современного конфликта, заставляет производителя усилить бронирование колесной техники. КАМАЗ активно дорабатывает защиту грузовиков военного назначения. И самая горячая новинка – это семейство полноприводных автомобилей КАМАЗ-4385. Базовый многоцелевой автомобиль
автомобиль КАМАЗ-4385 оснащен двухместной кабиной и 3,5-метровой платформой с откидными боковыми и задними бортами, а также каркасом и тентом. Модификация КАМАЗ-4385 БПВ оборудована шестиместной кабиной повышенной вместимости и бортовой платформой длиной в 1,5 метра. Заметны характерные веранды и сетки, которые должны пригодиться при защите от кумулятивных боеприпасов и FPV-дронов. В задней части машины виднеется опорная плита 120 мм миномета. Хоть в пояснительной табличке к экспонату не было указано, но тут есть явный намек на боевую машину минометного расчета. Тут как раз шестиместная кабина и небольшой грузовой отсек, где можно разместить и сам миномет, и боезапас к нему. А также, если я правильно поняла, миномет имеет систему быстрого развертывания и погрузки. Также существует трехосная версия представленной новинки с повышенной грузоподъемностью. Я отмечу, что все автомобили семейства помимо защиты от пуль имеют защиту от мин и самодельных взрывных устройств. А на крыше кабины имеется поворотная турель для установки оборонительного вооружения. Данный автомобиль многоцелевого назначения для перевозки опасных грузов. При этом в нем предусмотрена как защита перевозимых грузов, ракет и боеприпасов, так и особых узлов и агрегатов. В экспозиции компании представлены и модернизированные полноприводные автомобили семейства Mustang M. Среди них КАМАЗ-5350 6х6, оснащенные бронированной кабиной с улучшенными эксплуатационными свойствами и двигателем увеличенной мощности в 320 лошадиных сил. Предусмотрена броневая защита топливных баков, радиатора, двигателя и ящика АКБ. Грузоподъемность автомобиля 6 тонн. Большинство водителей-срочников, которым довелось пройти службу на этом автомобиле, отмечают простоту его обслуживания, надежность, динамичность, высокую проходимость и маневренность на любых дорогах и бездорожье. К числу прочих преимуществ многие относили и большую просторную кабину с отличной обзорностью из-за бескапотной конструкции и множеством мест для хранения вещей и амуниции. За эти свойства КАМАЗ-5350 среди солдат получил название «коптерки на колесах». Еще один представитель семейства Mustang M, который демонстрируется на выставке и также широко используется российской армией для решения различных задач, КАМАЗ-6350 8х8. И как КАМАЗ-5350, грузовик КАМАЗ-6350 имеет улучшенную бронированную кабину, мощный двигатель в 400 лошадиных сил. При этом его грузоподъемность составляет 10 тонн. К несомненным достоинствам КАМАЗа-6350 безусловно, относится высочайший уровень проходимости машины и ее отличные технические характеристики. «Мустанг» может проехать там, где другой грузовик застрянет в грязи по самые зеркала. И не просто проехать, а доставить груз или артиллерийское орудие на прицепе. КАМАЗу-6350 нипочем лютый мороз или удушающая жара. И даже с пробитыми колесами он способен продолжить свой путь. А для моделей КАМАЗ семейства «Мустанг», уже находящихся в эксплуатации, производитель предлагает комплект дополнительной защиты на кабину. Он также представлен на стенде компании. Комплект предусматривает установку защиты боковых стекол, лобового стекла и радиатора. И еще один любопытный образец на базе четырехосного КАМАЗа – это электростанция Э351ВМ2. Данная станция предназначена для использования в качестве первичного или вторичного источника питания в автономных полевых системах электропитания. А также автомобиль может работать с регулятором питания при одновременной работе нескольких электростанций. Компания ЗАО «Астейс» из Набережных Челнов, прославившаяся в 90-е годы инкассаторскими автомобилями на шасси КАМАЗ, является одним из крупнейших отечественных производителей спецтехники гражданского и военного назначения на шасси российского производства. Самая известная продукция компании – это бронеавтомобиль семейства «Патруль». Главное предназначение автомобиля КАМАЗ-43501 «Патруль» – это перевозка и защита сотрудников МВД и грузов. Это достигается за счет разделения транспорта на два отсека и хорошо защищенной кабины. Автомобиль специального назначения «Патруль» с противопульной и противоминной защитой предназначен для патрулирования, разведки и транспортировки личного состава. Бронеавтомобиль создан с учетом опыта ведения современных боевых действий, и машина может оснащаться огневым модулем или другим военным или специальным оборудованием. «Патруль» представляет собой сварной бронированный корпус капотной компоновки, который установлен в автомобильное шасси КАМАЗ. И существуют варианты с колесной формулой 4х4 или 6х6. Противоминная защита выдерживает взрыв под колесами и днищем корпуса безоболочного взрывного устройства массой до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Боковая поверхность бронеавтомобиля защищает личный состав при взрыве взрывного устройства массой не менее 5 кг в тротиловом эквиваленте на удалении 2 метров.
Личный состав размещается в цельнометаллической бронекапсуле в средней кормовой части, в которой установлены складные кресла для бойцов. При перевозке грузов кресла складываются. Автономная система климат-контроля обеспечивает эксплуатацию машины при внешних температурах от минус 45 градусов до плюс 45 градусов Цельсия. Бронеавтомобиль может эксплуатироваться по дорогам любого типа, бездорожью и в горной местности на высоте до 4500 метров над уровнем моря. Это Зубило. И да, именно Зубило. Так прозвали робота сами создатели предприятия РМ-Дизель. Название отображает внешний облик изделия. Внешне машина не выглядит грациозно, но оно ей и не надо. Предполагается, что эта машина будет сопровождать штурмовые группы и, судя по вооружению, поддерживать их огнем. В Зубиле угадывается шасси полноприводного КАМАЗа, что логично, ведь РМ-Дизель родом из Набережных Челнов и давно сотрудничает с Камским автозаводом. Пока у робота очень малая автономность, всего 10 километров, что, согласитесь, для штурмовой боевой машины явно недостаточно. Также Зубило, помимо несения вооружения, может быть машиной снабжения, и в этом амплуа она будет выглядеть намного актуальнее, на мой взгляд. И забавно, что на таком суперсовременном экземпляре стоит ржавая зенитная установка. Такое ощущение, что пушку поставили просто в последний момент. Но и также непонятно, как будет реализовываться перезарядка зенитной установки. И, скорее всего, это будет происходить вручную, так как я никаких специальных устройств на экспонате не заметила. Есть сведения, что Зубило проходит испытания в одной из воинских частей, и военные высказали свои замечания по машине, и самое основное – это малый радиус автономности. И также непонятна степень роботизированности машины, то есть насколько машине в процессе работы нужно внешнее управление от человека. Одно дело, когда это просто манипулятор, а другое, когда автомобиль сам ищет путь из пункта А в пункт Б. И в любом случае это хороший знак, что тема беспилотных транспортных средств продолжает развиваться. Урал также продолжает развивать тему беспилотных транспортных средств. В прошлом году на форуме «Армия-2022» меня сильно впечатлила их первая версия такой машины. Тогда образец был в очень харизматичной двойной окраске, отображающих двойное назначение машины. А в этом году автономный Урал был только в защитном цвете, не дающий двойное трактование назначению автомобиля. Этот образец, в отличие от прошлогодней машины, отличается еще и наличием лидаров на переднем бампере. Ведь год назад у меня был вопрос о том, как эта машина ориентируется на местности. Теперь частично вопрос у меня отпал. Беспилотник может автономно подъехать к погрузочно-разгрузочным терминалам и выполнять задачи, а удаленно по сотовой сети оповещать оператора о возникших нештатных ситуациях. Беспилотная машина уже прошла испытания и планируется к серийному производству, так что скоро дальнобойщики действительно будут не нужны. Но для этого нужно время и решение очень многих вопросов по пути. Концептуально, что Зубило, что этот беспилотник очень важный для армии машины, особенно если учесть опыт предыдущих локальных конфликтов, например, в Афганистане, где что у советской, а потом и у американской сторон боевые действия велись, опираясь на небольшие базы, разделенные друг от друга серой зоной, а роль снабжения порой играла значительную роль, а снабжение как раз шло при помощи автотранспорта, который был очень уязвим в колоннах. Большие потери несла советская сторона в материальной, а также и в людской составляющих. А вот подобные роботы могли бы уберечь пусть не технику, но хотя бы живую силу, что намного важнее любой, даже самой продвинутой железяки. С виду такой небольшой робот, а весит он почти 4,5 тонны. Это робот Тор, и название тут не очень удачное. Не надо его путать со знаменитым зенитным комплексом. Аппарат затерялся в экспозиции Уралвагонзавода без каких-либо поясняющих табличек, а в отличие от предыдущих образцов у Тора уже есть вооружение, и это очень интересный прецедент. Сама машина служит для охраны особо важных объектов, то есть как таковой интеллект ей не нужен. Тор должен передвигаться по заранее известному маршруту под руководством или присмотром оператора, а в случае обнаружения нарушителя робот вначале при помощи встроенного громкоговорителя вежливо попросит гостя уйти, а если тот не последует совету, то откроет огонь. Только тут встает очень интересный и щепетильный вопрос ответственности. Насколько крупнокалиберный пулемет автономен? Или же все-таки на гашетку будет жать оператор из своего укрытия? И, собственно, он же и будет отвечать за исход битвы между роботом и человеком, и также нести ответственность за возможные несчастные случаи. Роботизированный комплекс тягового класса 12 с бульдозерным и рыхлительным оборудованием. Именно такое неказистое название было в информационной табличке у такого интересного образца. А это беспилотный трактор с дистанционным управлением, созданный для работы в опасных для человека условиях, например, тогда, когда нужно перемещать зараженный грунт. Такие машины пригодились бы при ликвидации последствий на Чернобыльской атомной станции.
Машина, судя по внешнему виду, сделана на базе серийного, то есть пилотируемого бульдозера. И обратите внимание, что у бульдозера по всему корпусу на характерных усах размещены датчики и камеры. И, видимо, по этим органам технического зрения должен ориентироваться оператор в пространстве. И судя по тому, что экспонат стоял на площадке, организованной непосредственно Министерством обороны, значит, что, скорее всего, робот уже стоит на вооружении инженерных войск. Это новейший российский робот-сапер и представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый мин-нейтрал. И в зависимости от задач, которые ставятся перед комплексом, на него может быть установлено до 3 различных тралов – байковый, катковый и фрезерный, а также бульдозерный отвал или механический схват. Оператор может управлять комплексом на удалении до 1000 метров, а на устройстве имеется 4 камеры, которые обеспечивают круговой обзор. Роботизированный саперный комплекс в состоянии обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет, мощность которого не превышает 60 кг в тротиловом эквиваленте, и при этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава. Обнаруженные на местности боеприпасы обезвреживает, либо разрушая их физически, либо приводя их в действие. Комплекс использовался в ходе проведения операции в Сирии, где применялся при разминировании Пальмиры, Алеппо и других. Также были произведены расчеты, которые показали, что один робот-сапер за день в состоянии выполнить объем работ, которые могло бы сделать подразделение из 20 саперов. МРТКП на гусеничной базе. Он предназначен для ликвидации последствий технологических аварий и пожаров и инженерной разведки местности и доставки к месту применения средств пожаротушения в режиме дистанционного управления. Комплекс рассчитан на применение в зоне высоких температур и других опасных для жизни человека условий. Комплекс просто удобен в управлении и уникален по своей эффективности и безопасности работы для человека. Комплекс оснащен цистернами с водой и пенообразователем емкостью 2000 и 600 литров соответственно, а также предусмотрена возможность применения с подключением внешнего источника воды. Имеет поворотный схват, который может переносить груз массой до 2 тонн. Среди разработок средств механизации разгрузочно-погрузочных работ опытного завода «Микрон» для полевых работ особый интерес представляют самоходные установки и самоходные платформы, которые получили широкое применение на складах и в быстро возводимых полевых хранилищах. Универсальная самоходная машина УСМ-1 предназначена для погрузочно-разгрузочных работ и оснащена дизельным двигателем в 36 лошадиных сил и полным гидростатическим приводом на каждое колесо с дистанционным управлением радиуса действия до 400 метров. Шарнирно сочлененная рама делает машину повышенной проходимости не только в пересеченной местности, но также в условиях разрушенной городской инфраструктуры, что позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы в труднопроходимых условиях. Универсальная самоходная платформа УСП способна перемещаться на местности без управления человеком посредством интеллектуальной навигации с использованием машинного зрения. И она предназначена для транспортировки различных грузов или перемещения необходимого оборудования. Аналоги таких устройств широко применяются в ведущих армиях зарубежных стран мира по принципу робота-мула. Самоходная платформа отлично справляется с преодолением длинных и трудных дистанций и имеет хорошую маневренность, может переносить различное военное оборудование, оружие и боеприпасы. А этот робот мне чем-то напомнил о знаменитом мультяшном персонаже Валли. И действительно, они внешне похожи, и оба имеют гусеничное шасси. Да и назначение у них тоже схожее – работа с опасными загрязненными объектами, их перемещение, временное складирование и отправка опасных материалов на анализ в лаборатории. И интересно, что машину создали в конструкторском бюро МГТУ имени Баумана, и робот уже принят на вооружение и активно используется. Вся начинка экспоната, в том числе и электронная, выполнена полностью из отечественных компонентов, а также особые требования были предъявлены к системе управления. Она должна корректно работать во время разнообразного излучения. Вы же помните историю, когда ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС потребовалось расчищать крышу реактора от радиоактивного мусора, и даже зарубежные специальные манипуляторы не справились с поставленной задачей, они просто выключались, а у этого робота таких проблем быть не должно. Надо опять-таки понимать, что это не автономный робот, а скорее просто удлинитель рук специалистов, то есть такая специальная механическая рука, при помощи которой можно подойти к опасному объекту, будь то радиоактивный или биологически опасный, или же взрывчатый предмет. А робот может управляться как по кабелю длиной до 100 метров, что будет надежнее, и второго способа управления – по радио.
И интересно проследить в динамике, как развиваются другие роботехнические экспонаты, которые были показаны на прошлогодней выставке «Армия-2022». Например, семейство роботов Маркер. Хоть их и не было натурно представлено на выставке в этом году, но о них активно говорили на форуме. Так, исполнительный директор МПО «Андроидная техника» Евгений Дударов рассказал, что Маркер оборудован двухкоттерным стрелково-гранатометным модулем с высокоскоростным и безредукторным приводом, и он оказался эффективнее человека как при стрельбе со стационарной позиции, так и в движении. Разделение приводов оптико-электронного прицельного блока и вооружения позволяет машине вести стрельбу по нескольким мишеням одновременно. Андроидная техника продолжает работать над повышением точности и избирательности стрельбы Маркера, а также планирует добавить возможность поражения высокоскоростных воздушных целей. При этом робот уже сейчас эффективно поражает микро-БПЛА. Напомню, что семейство роботов Маркер было создано для охраны объектов Роскосмоса. Стоит уточнить, что далеко не все из представленных образцов являются полноценными роботами в общем смысле. В этом видео объединены, скорее всего, беспилотные транспортные средства. А если быть точнее, то существует специальная классификация степеней автономности транспортных средств, которая характерна, скорее всего, для гражданских образцов. Но мы давайте попробуем проанализировать по этой классификации показанные в этом видео машины. Стандарт начинается с уровня 0, что означает отсутствие автоматизации. Водитель-человек несет 100% ответственности за то, что называется динамической задачей вождения, что означает работу по фактическому вождению транспортного средства на постоянной основе. Уровень 0 не так уж трудно понять, но даже здесь есть некоторые нюансы. Вероятно, наиболее важным моментом является то, что существует много современных автомобилей с функцией помощи водителю, которые по-прежнему соответствуют классу 0. Обычный военный КАМАЗ, даже оснащенный системой помощи водителю, является транспортным средством уровня 0. Уровень 1 – это система управления либо рулением, либо ускорением на постоянной основе, но только при ограниченных конкретных обстоятельствах. Уровень 2 – это уже частичная автоматизация, это касается систем ассистентов водителя, обеспечивающих управление рулением и ускорением, но опять же только при определенных обстоятельствах. Уровень 3 – это условный автопилот, и разница между уровнем 2 и уровнем 3 в степени. А на практике это зависит от ответа на вопрос, насколько должен быть человек на сидении водителя, и должен быть он готов взять управление машиной на себя. Уровень 4 – это высокая автоматизация вождения, то есть системе вообще не нужен резерв в виде человека, и она функционирует в пределах своего рабочего пространства. Иными словами, система уровня 4 все еще имеет пределы, но пока она находится в этих пределах, человеческое вмешательство ей не понадобится. Это и есть настоящий автопилот. То есть почти все из показанных экспонатов хоть и являются технически беспилотниками, но они не имеют собственного интеллекта для выполнения сложных технологических задач. То есть по факту водитель, он есть, он нужен, и он сидит, правда, вдалеке от своего транспортного средства. Но только один из показанных роботов отвечает представленным требованиям. Это беспилотник от Уральского автозавода, который, судя по заявлению производителя, отвечает 4-му уровню автономности. И вот такая себе получилась автоматизация. И несмотря на показанный выше факт, то, что продолжает развиваться и подниматься тема безлюдного транспорта, это очень прогрессивное явление. И, к сожалению, человеческий прогресс двигает желание убивать как можно более эффективно себе подобных. И прогресс вынужден двигаться через военные разработки. И это так было и с космическими ракетами, так было и с атомной энергетикой, а также с телекоммуникациями, интернетом. И вот сейчас повторяется эта история с роботизированными средствами. Это и не хорошо, и не плохо, это просто такой факт. И, скорее всего, более эффективного способа развития технологий мы в ближайшее время и не увидим. БМП-1 АМ «Басурманин». Сейчас на вооружении армии России продолжает состоять БМП-1, и в войсках сейчас около 1000 машин, преимущественно в тыловых военных округах, центральном и восточном. И еще 7000 машин находятся на хранении. А заместить потребность войск в БМП машинами БМП-3 и БМП-2 пока не удалось. И многие строевые БМП-2 также требуют ремонта, а значит и запчастей, и поэтому продолжается эксплуатация БМП-1. С учетом того, что парк БМП-2 довольно изношен и требует ремонта, а поставки новой техники не позволяют быстро заменить старую технику, становится понятно, что без модернизации парка БМП-1 не обойтись. И в 2018 году была представлена модернизация боевой машины пехоты БМП-1 АМ «Басурманин». И такое название во многом объясняется тем, что данный вариант вполне может заинтересовать многие небогатые страны, где продолжается эксплуатация БМП-1, а экипаж, как и прежде, состоит из 3 человек и 8 десантников. Боевой модуль БППУ МБ-1 хорошо освоен в производстве, и он массово выпускается на заводе Муром-Тепловоз и неплохо зарекомендовал себя в Сирии и является штатным вооружением БТР-82А. Боекомплект вынесен из боевого отделения и загружается снаружи до начала боя.
Решение провести массовую недорогую модернизацию БМП-1 весьма правильное, и оно позволит быстро провести капитальный ремонт парка российских БМП, так как запчастей для БМП-1 на складах довольно много, а боевой модуль от БТР-82А довольно прост, недорог и выпускается массово, а также эффективен для своих задач. БМП-2 создавалась на базе БМП-1 для дальнейшего повышения боевых характеристик последней и принята на вооружение в 1980 году машина разработки Курганского завода. Основное вооружение БМП-2 – это 30-мм автоматическая пушка 2А-42, установленная в двухместной вращающейся башне, а с пушкой спарен пулемет. Шасси БМП-2 с 6-опорной ходовой частью по конструкции и техническим характеристикам аналогично шасси БМП-1. Первые БМП-2 в бою оказались в 1982 году и показали преимущество своей 30-мм пушки. Большие углы вертикальной наводки позволили бороться с врагом, занимающим господствующие высоты, а стрельба очередью успешно поражать пехоту. Позже машина приняла участие в войне в Персидском заливе, встретив там американские М2 Брэдли и Абрамс. На оружейной выставке «Армия-2023» продемонстрирована улучшенная версия БМП-2М. Боевая машина пехоты получила усиление защиты, а в частности блоки динамической защиты, а также решетчатые экраны, которыми прикрыт корпус. А для снижения заметности БМП-2М получила маскировочную сеть «Накидка», которая помимо визуального обнаружения снижает тепловизионное и радиолокационное обнаружение техники. В качестве вооружения БМП-2М использует боевой модуль «Бережок», а какие-либо дополнительные технические характеристики улучшения боевой машины пехоты пока что неизвестны. В российскую армию поступила партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К, и в ходе модернизации на боевые машины были установлены современные двигатели, средства связи и портовая электроника, а также навигационное оборудование, приборы наблюдения и средства разведки. В частности, обновленные БРМ-1К получили унифицированные боевые отделения от БТР-82А. Этот модуль со стабилизированным пушечно-пулеметным вооружением оснащен 30-мм пушкой с боекомплектом на 300 выстрелов и пулеметом калибра 7,62 мм. Комбинированный прицел обеспечивает наводчику ведение стрельбы из пушечного и пулеметного вооружения в любое время суток с места и в движении. За счет нововведений эффективность БРМ-1К при ведении тактической разведки в современных операциях значительно возросла. За счет повышения характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП. До модернизации экипаж БРМ-1К состоял из 6 человек: командира машины, наводчика пушки, радиотелеграфиста, водителя-механика и 2 человек десанта. Конструкция боевой разведывательной машины повторяет БМП-1. В передней части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение, в центральной кормовой – боевое отделение. Эти машины предназначены для ведения разведки в глубину от 50 до 80 километров от места дислокации своих войск. БРМ-1К способна обнаружить замаскированные объекты в условиях ограниченной видимости, определить и передать координаты целей, а также поражать живую силу противника. А больше контента обо мне вне моделизма и техники вы можете найти у меня на страничке на Бусти. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Впервые широкая публика увидела новый БМП-3 во время парада на Красной площади 9 мая 1990 года, и к тому времени машина уже успела хорошо себя зарекомендовать в войсках. БМП-3 сильно отличается от предшественников БМП-1 и БМП-2, и в первую очередь различия касались корпуса и компоновки. Это поколение БМП считается одним из хорошо защищенных и хорошо вооруженных. При этом БМП-3 сохранил плавучесть, как и его предшественники. Основным орудием для БМП-3 является 100-мм пусковая установка, способная совершать до 10 выстрелов в минуту. Если у БМП-1 и БМП-2 двигатель располагался в передней части слева от механика-водителя, то у БМП-3 его переместили в заднюю часть, как у классических танков, опустив максимально вниз, чтобы обеспечить более или менее удобный выход десанта. Машина получилась крайне живучей, и в настоящее время ее эксплуатируют более 1,5 десятков различных стран, часть из которых являются союзниками России. Ирак, например, заказал не менее 500 единиц. БМП-3 также есть и в Корее, Кувейте и Венесуэле. Российская БМП Б-11 на базе среднегусеничной платформы «Курганец-25». «Курганец-25» построен по модульной схеме, что упрощает его производство и обслуживание. На базе платформы планируется создание не только БМП, но а также гусеничного БТРа и БМД, а также других машин. Экипаж БМП состоит из 3 человек. Справа от механика-водителя расположено моторно-трансмиссионное отделение, а в корме – десантное отделение. Машина может перевозить до 8 десантников. Их посадка и высадка осуществляется через аппарель сзади, в которую также встроена дверь. На Курганце-25 установлено 8 камер для кругового обзора, а из минусов можно отметить габариты курганца.
и они значительно превышают размеры советских БМП. Курганец-25 имеет гидропневматическую подвеску, а применять ее заставляет суровая необходимость. Бронемашинам предстоит двигаться не только по дорогам, но и по пересеченной местности, и при этом везя в десантном отделении мотострелков, которым в конце поездки предстоит вести бой, требующий предельного напряжения сил. Поэтому-то конструкторы и постарались снизить перегрузки и максимально сохранить их силы для боевой работы. БМП предстоит идти в одном строю с танками и вести бой с пехотой, а также бронетехникой и авиацией, и поэтому на нее устанавливается более тяжелый и сложный универсальный безэкипажный боевой модуль «Бумеранг БМ». Он совмещает в себе ракетное, пушечное и стрелковое вооружение, а также электронно-оптическую систему управления огнем и приводы наведения. Унифицированность позволяет устанавливать его и на различные типы машин, а самое мощное вооружение в модуле «Бумеранг БМ» – противотанковая ракета «Корнет». Их 4, они размещены попарно. Высокая защищенность, достигнутая за счет большого веса, позволяет сделать Курганец-25 платформой для целого семейства боевых машин, машин боевого, технического и тылового обеспечения, противотанковых пушек, самоходных артиллерийских установок, машин ПВО, инженерных машин, машин радиационной, химической и биологической защиты, а также бронированных санитарных машин. А это близкий родственник прошлого экспоната, это бронетранспортер на базе платформы Курганец-25. Б-10 представляет собой средний по массе гусеничный бронетранспортер с типичным для такой техники набором задач. Он должен перевозить бойцов с вооружением и защищать его от различных угроз. Также БТР должен высаживать десант и поддерживать его огнем крупнокалиберного пулемета. Основой такого БТР является унифицированное шасси, и оно выполнено на основе оригинального броневого корпуса с требуемым уровнем защиты. По известным данным, лобовая проекция машины выдерживает попадание мелкокалиберных снарядов. С основных ракурсов обеспечена защита от крупнокалиберных пуль. А кроме того, на корпусе могут монтироваться блоки накладного бронирования и динамической защиты, а также возможна установка активной защиты, такой как перспективный комплекс «Афганит». В варианте БТР платформа Курганец-25 оснащается дистанционно управляемым боевым модулем, и он полностью размещен за пределами корпуса. Модуль вооружен только крупнокалиберным пулеметом «Корт». Имеется оптико-электронные средства для наведения, а также управление модулем осуществляется с рабочего места оператора. Сообщается, что система управления огнем отличается высокой автоматизацией. В частности, предусматривается автоматическое сопровождение целей и обстрел по разрешению оператора. Работы по платформе БТР БМП продолжаются до сих пор, и согласно сообщениям последнего времени, они приближаются к своему завершению. Минобороны и промышленность в обозримом будущем собираются запустить полноценное серийное производство такой техники и начать перевооружение строевых частей. При этом точные сроки принятия на вооружение Б-10 или Б-11 пока не называются. Темпы и иные особенности грядущего перевооружения сухопутных войск также остаются неизвестными. Новый вариант бронетранспортера БТ-3Ф продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Вместо ставшего уже привычным боевого модуля с пулеметом, БТ-Ф3 получил пусковую установку противотанкового комплекса «Корнет-Э» с 2 управляемыми ракетами. С этим вооружением бронетранспортер может уничтожить бронетехнику и укрепления противника, а также бронетранспортер вооружен пулеметами ПКТМ. Также была усилена и защищенность бронемашины. Помимо уже показанных ранее бортовых экранов, бронетранспортер получил противокумулятивные решетки, которые разместили спереди и по бортам. Таким образом, БТ-3Ф получил дополнительную защиту как от крупнокалиберных пулеметов, так и от РПГ. Даже после всех этих доработок машина сохранила возможность передвижения по воде при 3-бальном волнении со скоростью до 10 км в час и возможность размещения до 17 человек экипажа и десанта. БТ-3Ф был разработан на базе БМП-3. Недавно стало известно, что опытно-конструкторские работы по созданию нового бронетранспортера скоро завершатся. На форуме «Армия-2023» была представлена доработанная версия гусеничной машины. Усовершенствование включает в себя новые элементы крепления, которые позволяют устанавливать дополнительное быстросъемное вооружение, а также скорострельные 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, различные управляемые противотанковые комплексы и автоматический гранатомет. При этом на бронетранспортере сохраняется и штатный пулемет «Корт», и такие платформы могут быть использованы на всех модификациях МТЛБ. Одним из самых странных образцов на форуме стала медицинская БМП с огромной сетчатой крышей. И с вероятностью 99% навес предназначен для защиты от сбросов гранат с дронов и беспилотников камикадзе. И выглядит это, конечно, странно, но если это лишь демонстрация защитной конструкции, которую можно будет ставить на БМП, то вопросов нет. Хотя, конечно, на полноценные боевые машины такая крыша не подойдет, поскольку она не позволяет нормально вести огонь.
И если же перед нами цельный образец, то вызывает он дополнительные вопросы, потому что защита есть только сверху, а остальная защита по другим сторонам осталась на уровне 60-х годов прошлого века. Несмотря на широкое применение танков и развитие ракетного вооружения, бок войны артиллерия, и она не сдает окончательно свои позиции и до сих пор используется в современной армии. И сегодня на переднем плане высокотехнологичные самоходные артиллерийские орудия, они же САУ, и в отличие от танков и других боевых машин, САУ оснащаются мощным артиллерийским вооружением, снаряды которого менее подвержены помехам и погодным условиям, и более устойчивы к перехвату. И немаловажен тот факт, что стоимость артиллерийского снаряда существенно ниже стоимости ракеты. А при использовании современных средств наведения огня и с помощью спутников и других устройств точность атак ствольной артиллерии приближается к точности ракетных ударов. Lotus заметно отличается от предыдущего поколения самоходок для ВДВ, например, от None, и современное вооружение и средства наведения и защиты, а также более мощный двигатель и цифровая аппаратура на новой элементной базе – это все обеспечивает эффективность Lotus. Одним из основных показателей отличия от None является дальность стрельбы в 13 км против 8. Lotus получил 5-метровую пушку взамен 3-метровой у None. Повышена скорострельность орудия до 8 выстрелов в минуту и увеличился в 1,5 раза запас снарядов. В новой пушке применен дульный тормоз, уменьшающий отдачу после выстрела. Основная пушка самоходного артиллерийского орудия управляется дистанционно. Кресло наводчика находится не в башне, а в передней части корпуса. Все расчеты для поражения цели и другие операции совершаются в автоматическом режиме. То есть экипаж может полностью покинуть САУ, а оно продолжит огонь. Lotus может десантироваться с полным экипажем из 4 человек, в отличие от None, которая позволяла спускаться только командиру и водителю. Новое самоходное артиллерийское орудие может транспортироваться военно-транспортными самолетами типа Ил-76, которые способны нести до 2 лотосов за один раз. Машина десантируется с помощью парашютных систем и практически сразу готова к боевым задачам. А главная новинка форума «Армия-2023» – это самоходка «Мальва». Министерство обороны заменило термин «самоходная артиллерийская установка» САУ на «самоходное артиллерийское орудие» САУ. К концу 2010-х годов в ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР-набросок была создана 152-мм самоходная гаубица 2С-43 «Мальва», и в рекламных проспектах ее иногда называют пушкой. «Мальва» представляет собой наложение вращающейся части САУ 2С-19 МСТ-С на шасси брянского завода БАЗ 6010-027 с колесной формулой 8х8. В августе 2019 года в ЦНИИ «Буревестник» было доставлено шасси БАЗ 6010-027 для установки артиллерийской вращающейся части. А двигатель шасси мощностью в 470 лошадиных сил позволяет развивать скорость по шоссе до 80 км в час. И согласно планам, стрельбы, то есть полигонные испытания, предполагалось завершить до конца 2020 года, а все испытания закончить в 2023 году. При стрельбе «Мальва» опирается на 2 круглые опорные плиты, размещенные в походном положении в кормовой части самоходного артиллерийского орудия. А по сравнению с АМ-100С вес «Мальвы» на 10 тонн меньше, и, соответственно, у нее больше авиатранспортабельность. Расходы на эксплуатацию «Мальвы» существенно ниже, и в свою очередь расчет МСТ-С более защищен, и МСТ-С быстрее разворачивается на позиции. А несколько САУ «Мальва» летом-осенью 2023 года проходили войсковые испытания на территории Украины. 2С-41 «Дрог» предусматривает строительство самоходной боевой машины на базе колесного броневика «Тайфун ВДВ». Двухосный бронеавтомобиль должен перевозить боевой модуль с минометом и пулеметом и боекомплект с экипажем. «Дрог» имеет боевую массу в 14 тонн и управляется экипажем из 4 человек. Базовый броневик имеет противопульную и противоминную защиту. Также он комплектуется средствами оптико-электронного противодействия вооружениям противника. Основным вооружением «Дрога» является 82-мм гладкоствольный миномет. Концепция самоходного миномета на серийном шасси не является новой, и в нынешних условиях ее значение растет. Развитие артиллерийских систем и средств разведки повышает риски для минометчиков, а носимый или же буксируемый миномет с тягачом и расчетом может стать жертвой ответного удара, и поэтому минометчики нуждаются в мобильной и защищенной платформе. Бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ» показывает высокие характеристики подвижности на шоссе и бездорожье, что упрощает выход на позицию и убытие с нее. И кроме того, он был разработан с учетом требований ВДВ, и его можно десантировать с применением парашютной системы. Кроме того, машина изначально несет противопульное и противоосколочное бронирование, и уровень безопасности экипажа повышен за счет отказа от стрельбы через открытый верхний люк, а на «Дроге» миномет находится в броневой башне.
И появление серийных машин такого типа положительно скажется на минометных подразделениях ВДВ. Торнадо Г стал преемником одной из самых массовых в мире РСЗО «Град». Это практически полностью переработанная боевая машина с современной электронной начинкой. Полностью обновилась система управления огнем, которая самостоятельно производит привязку к местности. И с помощью собственных вычислительных мощностей она в автоматическом режиме определяет баллистические данные для стрельбы и производит наводку системы. Это позволяет практически незамедлительно открывать огонь после остановки. Также машина быстро переводится в походное положение и уходит из-под ответного огня более дальнобойных систем. Этой ракетной системе по силу произвести залп из 40 ракет на расстоянии 40 км с отклонением снарядов от предельной дальности не более 10 метров. Ее боевые задачи – это выжигание площадей или стрельба по отдельным целям. И для этого для нее были созданы корректируемые снаряды. Это РСЗО может стрелять как специально разработанными снарядами калибром 122 мм, так и теми, которые используют «Град». А также на форуме «Армия-2023» был представлен перспективный высокомобильный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Корнет Д-1» на базе боевой машины десанта БМД-4М. Противотанковый ракетный комплекс получил 2 целевых канала, что позволяет ему поражать сразу 2 мишени. В этом ПТРК есть возможность использования усовершенствованных противотанковых управляемых ракет с тандемными кумулятивными боевыми частями и с фугасными боевыми частями, с радиусом действия 8 и 10 км соответственно, при благоприятном для полуавтоматического лазерного лучевого канала управления равнинно-возвышенном рельефе местности. По словам разработчиков, комплекс был создан практически с нуля, и от уже стоявшего на вооружении «Корнета» в нем осталась только система управления ракетой в полете. Боевая машина располагает 2 автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых может вести свою цель, даже если они разнесены по дальности, фронту и высоте. Ракета наводится по лазерному лучу. Огонь может вестись в любых погодных условиях и в разное время суток. Автомат сопряжения позволяет наводить ракету на цель без участия оператора. И кроме того, в комплексе предусмотрена выносная пусковая установка ПТРК, которая может быть использована одновременно с автоматизированными. Отдельно разработанная машина командира взвода, помимо пусковых установок, она снабжена средствами разведки и целеуказания. Для эксплуатации нового комплекса потребуется переобучить стрелков-наводчиков, а также командиров боевых машин и подразделений. Сейчас этим активно занимаются в Омском учебном центре ВДВ. И ради Корнета Д-1 центр вдвое увеличил набор курсантов и более чем в 2 раза расширил перечень военно-учетных специальностей. Дальность стрельбы российского ПТРК Корнет Д-1 в 4 раза превосходит дальность стрельбы «Джавелин». У него этот параметр составляет 2,5 км. Время на пуск – это еще одно преимущество Корнета Д-1. Его оператор, как только обнаружил цель, может сразу стрелять. «Джавелин» уже перед пуском требуется порядка 30 секунд, чтобы головка самонаведения охладилась, и только тогда она готова сопровождать цель и наводить на нее ракету. Главное различие – это система наведения. Полет ракеты Корнета Д-1 корректируется с помощью лазерного луча, направляемого с пусковой установки на датчик в хвостовой части ракеты, и до тех пор, пока цель не будет поражена. Также полет можно скорректировать в любой момент, и такая система менее чувствительна к помехам. А минус заключается в том, что наводчик до попадания должен оставаться на месте пуска. У «Джавелина» головка самонаведения расположена в самой ракете, и она определяет цель по инфракрасному и тепловому излучению, что позволяет реализовать принцип «пустил и забыл», и это увеличивает шансы выжить и скрыться от ответного удара для стрелка. Самонаведение «Джавелин» чувствительно к помехам. Мощная дымовая завеса или специальный металлизированный аэрозоль ослепит умную американскую ракету. «Джавелин» может выстрелить по одной цели только одной ракетой, что в ряде случаев может снизить эффективность его применения. У БТРК «Корнет Д-1» для борьбы с активными системами защиты, которыми оснащаются танки в самоходных вариантах комплексов, предусмотрен режим тандем. Выстреливают сразу 2 ракеты с разницей меньше секунды. Если первую ракету дезориентирует активная защита, то вторая пробьет броню голову танка. САУ «Вена» относится к семейству артиллерийских минометных авиадесантируемых плавучих самоходных 120 мм орудий 2С-9 «Нона», которые в 80-е годы прошлого века начали поступать в воздушно-десантные войска и с недавнего времени начали заменяться в ВДВ на модификацию САУ «Лотос». Однако, в отличие от САУ «Лотос», артиллерийское минометное самоходное орудие «Вена» не имеет возможности десантирования с воздуха и предназначено для мотострелковых войск России. Кроме этого отличия, все тактико-технические огневые характеристики САУ «Лотос» и «Вена» аналогичны, вплоть до используемого типа боеприпаса. На самоходном артиллерийском орудии «Вена» установлена 120 мм нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномет 2А-80 с боекомплектом в 70 снарядов, а также танковый пулемет Калашникова.
Самоходное артиллерийское минометное орудие 2С-31 «Вена» создано на базе шасси экспериментальной советской гаубицы 2С-18 ПАТ-С, которая в свою очередь создавалась на ходовой части БМП-3. САУ имеет дизельный двигатель с мощностью в 450 лошадиных сил, способный развивать скорость до 70 км в час при весе самой артсистемы в 19 тонн. Башня САУ «Вена» является полноповоротной с пушкой-минометом гаубицей, которая обладает орудийно-вычислительным комплексом. Время готовности экипажа с момента получения данных о цели составляет не более 20 секунд. На арт-системе установлен комплекс электронно-оптической активной защиты «Штора-1» для защиты от противотанковых управляемых реактивных снарядов, который обеспечивает искажение наведения данных видов высокоточных управляемых боеприпасов противника. Модернизированная самоходная гаубица 2С-19М1-155 является вариантом орудия МСТА-С, который использует снаряды калибра 155 мм стандарта НАТО вместо традиционных для российских вооруженных сил 152 мм снаряды. 2С-19М1 предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, а также живой силы и пунктов управления, оборонительных сооружений и других целей. Она может вести огонь с закрытых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям, а также прямой наводкой, в том числе в горных условиях. Кроме снарядов 155 мм стандарта НАТО, гаубица может вести огонь и управляемыми снарядами «Краснополь-М», которые способны поражать малоразмерные цели на расстоянии до 17 км. Система управления наведением и огнем «Асуна» позволяет автоматизировать расчет установок для стрельбы, наводку орудия, восстановление после выстрела, а также обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автоматизированным определением текущих координат. МСТА-С калибра 155 мм может поражать цели на расстоянии до 41 км. Дальность стрельбы может меняться в зависимости от типа используемых снарядов. Скорострельность гаубицы составляет от 6 до 8 выстрелов в минуту при возимом боекомплекте в 45 выстрелов. При этом она оснащена оригинальным механизмом подачи снарядов с грунта, что позволяет вести стрельбу в высоком темпе без расхода возимого боекомплекта. Модернизация под натовский калибр была проведена по требованиям вооруженных сил Индии, но теперь Россия может поставлять эти гаубицы в другие страны, где используют артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Корпорация «Ростех» показала противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» на базе бронеавтомобиля «Тайфун», и данный ПТРК представляет собой модернизированный вариант базовой системы «Корнет», в котором применены некоторые новые идеи и решения. За счет ряда нововведений удалось повысить дальность стрельбы и параметры поражения цели, а также ввести некоторые новые режимы работы. И в результате новые ракеты обеспечивают атаку объектов противника с расстояния до 10 км, а новая боевая часть ракет позволяет пробивать до 1300 мм брони за динамической защитой. Одно из принципиальных новшеств Корнета ЭМ – это автоматический режим стрельбы. Он позволяет минимизировать участие человека в процессе. Оператору нужно лишь выбрать цель, набросить прицельную марку автомата сопряжения цели и провести пуск ракеты. Далее автомат сопряжения цели самостоятельно управляет приводами автоматизированной пусковой установки, наводит ракету и управляет ей вплоть до попадания. А оператор тем временем может уже переключиться на выбор следующей цели. Спрут СДМ-1, так называемый танковый охотник, представлен в значительно доработанной версии. В дополнение к новой системе управления огнем на бронетехнике установлены дополнительные бронепластины, размещенные на переднем и боковых частях корпуса. На корпусе также появились решетчатые экраны, охватывающие как башню, так и весь корпус машины. И эти изменения направлены на укрепление уровня защиты данной техники по сравнению с базовой моделью. Опыт боевых действий показал, что традиционная броня бронетехники воздушно-десантных войск неэффективна против современных угроз. И в ответ на это было решение внедрить защитное экранирование, позволяющее повысить оборонительные возможности легкого танка. Спрут СДМ-1 стал намного устойчивее к стандартным кумулятивным боеприпасам. Предполагается, что за счет дополнительного бронирования повысится защита не только от прямых ударов и осколков, но и от прилета дронов камикадзе. В целом же Спрут СДМ-1 представляет собой довольно перспективную машину, которая обладает запасом хода до 500 км и может передвигаться со скоростью до 70 км в час. Бронирование не является сильной стороной установки, но за счет пушки появляется возможность поражать даже самые тяжелые бронированные танки стран НАТО. При этом Спрут СДМ-1 еще и неплохо держится на воде, где может находиться в таком состоянии до 7 часов. Вес с полным боекомплектом доходит до 21 тонны, а значит истребитель танков может похвастаться высокой маневренностью и пройти там, где увязнет большая часть машин.
Можно сказать, что это ответ французскому колесному танку АМХ-10 РС. Странный экспонат встречал гостей форума. У него прикольная эмблема и название «Барс» с явной отсылкой к остальной линейке отечественных военных автомобилей, таких как «Тигр», «Рысь», «Волк» и вот теперь и «Барс». Я, конечно, не автоэксперт, но что-то мне подсказывает, что изначально этот автомобиль родом из Китая. В пояснительной табличке к машине сказано, что аппарат предназначен для перемещения командного состава российской армии, но, насколько мне известно, что к государственным закупкам допускаются только машины российского производства. Так что же тут отечественного, кроме логотипа? Может, я чего-то не знаю, но в начале лета я была на выставке «Комплексная безопасность», и там я увидела целую линейку китайских автомобилей, предназначенных для силовых структур, и нечто подобное я ожидала увидеть и тут. И, кстати, на выставке было несколько барсов со специальным оборудованием. А это еще один барс с зарубежными корнями, и в пояснительной записке к экспонату сказано, что автомобиль предназначен для обеспечения служебной деятельности командного состава Министерства обороны Российской Федерации. И вопрос, почему же служебную деятельность нельзя выполнять на исконно русских патриотах или же тиграх, мне не очень понятно. Видимо, Ульяновский завод не успевает за потребностями армии, и вот на помощь к ним приходят великие стены. Раньше мобильные комплексы борьбы с дронами размещали на японских «Тойотах», а сейчас же базой установки репеллент-патруля послужил очень российский «Барс». И в радиусе от 4 до 7 километров репеллент-патруль создает непреодолимый для дронов любых типов радиоэлектронный купол. Влетая в этот купол, беспилотники сразу же теряют связь с операторами и их управления, и по заложенной в них программе должны вернуться для восстановления сигнала. Сигнал восстанавливается, и дрон опять летит в купол и опять теряет связь. И в это время оператор репеллент-патруля определяет точку нахождения наводчика вражеского дрона и передает ее координаты тем силам, которые должны с ними бороться. Комплекс защиты способен работать на ходу автомобиля, то есть может прикрывать колонны в движении, и монтируется он на любое шасси. За рубежом на российскую систему отпугивания дронов обратили внимание еще несколько лет назад, и сейчас репеллент-патруль поставляется иностранным заказчикам, которые от него в восторге. А вот до передовой на Донбассе репелленты, похоже, еще не добрались. Хотя, если бы такие отпугиватели дронов массово применялись в спецоперации, небо над головами российских воинов давно бы было чисто от дронов. А это самый легендарный экспонат выставки, и причем это не какой-то исторический образец военной техники, а вполне себе действующий армейский автомобиль. И последние 43 года открытый УАЗ с брезентовым верхом, именуемый в народе Бобиком, является основным командирским автомобилем российской армии. На них возят офицерский состав, а также буксируют небольшие прицепы с грузами и малую артиллерию. Изначально армейский автомобиль назывался УАЗ-469, и только после серьезной модернизации в 1985 году он получил индекс 3151, который сохранил и по сей день. А в 2011 году в Министерство обороны заявили о том, что к 2015 году они полностью откажутся от использования УАЗ-3151 в войсках. Но, как мы можем видеть, этим планам не удалось полностью сбыться, и без легендарного советского вездехода современная российская армия обойтись пока не может. А этот образец только видом передка напоминает другое вечное изделие Ульяновского автозавода – буханку. Вездеход ГАЗ-3344 создан специалистами Заволжского завода гусеничных тягачей и предназначается для перевозки людей или грузов по пересеченной местности и бездорожью. И с целью повышения грузоподъемности и проходимости машина построена по двухфазной схеме, и конструктивно она разделена на два блока, имеющих собственную ходовую часть. Блоки звенья соединены между собой при помощи специального шарнира с возможностью блокировки, и такая архитектура значительно повышает проходимость машины благодаря возможности изменения взаимного положения звеньев, а также за счет блокировки шарнира, что позволяет увеличить ширину пересекаемой траншеи. А шарнир имеет 4 гидравлических цилиндра, обеспечивающих взаимодействие звеньев машины в двух плоскостях. Корпуса обеих звеньев вездехода ГАЗ-3344 имеют примерно схожую конструкцию. Их нижняя часть выполняется из стального листа в виде лодки и должна обеспечивать вездеходу плавучесть. На этих лодках монтируются прочие агрегаты, включая силовую установку и грузопассажирские кабины. Нива – это еще один ветеран на службе российской армии, и машина идет под литерой Лебедь-Z в память о легендарном военачальнике и политике Анатолии Лебеде. Подобные автомобили вызывают большой интерес у военных, потому что этот автомобиль в 5 раз дешевле Уралов и легкомазов, а расходных материалов он тоже требует меньше. И как мишень эта машина в несколько раз меньше грузовиков. А с доработанной подвеской этот автомобиль имеет повышенную проходимость, и по сути это вездеход. А два показанных автомобиля немного различаются между собой, и от ВАЗовской же Нивы они отличаются очень сильно. Носителем автомобиля является пикап ВИЗ Авто. В конструкции использовано более 150 разработок и изменений на уровне ноу-хау, и не использованы импортные комплектующие. Тут все наше, сказал главный конструктор доработанной Нивы.
Для кардинального увеличения проходимости на автомобилях стоит усиленная подвеска, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мосту, установлены шины повышенной размерности и произведен лифт подвески для увеличения клиренса. А также установлен силовой бампер для обеспечения возможности установки лебедки для вытаскивания или же буксирования другого транспортного средства. А для преодоления водных преград установлен шноркель, который защищает двигатель от так называемого втыка. На автомобиле стоят расширители колес, установлен усиленный багажник, на который можно ставить дополнительный груз, как мирный, так и боевой, и в том числе маскировочную сетку, а также защитный комплект для лобового стекла. Салон автомобиля приспособлен для крепления различного стрелкового оружия, медикаментов, специального оборудования и, естественно, он легко бронирован, а в перспективе, в зависимости от поставленных задач, и бронирование может быть усилено. А после показа на форуме «Армия-2023» новые боевые пикапы отправились непосредственно на фронт. А это тоже Нива и тоже пикап, и только на этот раз бронированный. Компания Schwab Спецавто продемонстрировала на форуме «Армия-2023» бортовой автомобиль с тентом с бронезащитой. Кабина машины покрыта внешней броней 3-го класса, а вместо лобового стекла установлены небольшие бронестекла, которые используются как смотровые. А также по запросу заказчика можно усилить колеса пуленепробиваемой вставкой, а в случае необходимости поврежденные элементы конструкции могут быть заменены на новые. А в бронированном салоне могут разместиться 2 человека, пассажир и водитель. Автомобиль обладает двигателем мощностью в 106 лошадиных сил и отличается высокой маневренностью. Транспорт подходит для использования как в условиях бездорожья, так и на городских улицах. В Schwab рассчитывают, что пикап грузоподъемностью в 500 кг заинтересует не только силовые ведомства, но и гражданских клиентов. А также на стенде Schwab была еще одна Нива, но уже в варианте фронтовой скорой помощи. Кузов Прима оснащен закладными для установки медицинского оборудования, мебели, сидений и приемного устройства, и автомобиль соответствует классу Б для перевозки 2 пациентов. Для нивелирования большого клиренса при загрузке пациента откидной борт на Нива Прима удлинен, а приемное устройство идентично с Lada Largus Prima. А за счет хорошего клиренса и высокой проходимости Нива идеально подходит для сельской местности. А это еще одна фронтовая скорая помощь от компании Schwab и уже сделана на китайском шасси. И снова Поднебесная нас выручает своей автотехникой. И один из ключевых параметров автомобиля скорой помощи – это сочетание небольших габаритов и вместительного теплого медицинского салона. Его длина чуть больше 3 метров, а ширина составляет 1,8 метров. И такие параметры позволяют свободно перемещаться по салону, и у медиков есть возможность получить всесторонний доступ к пациенту. Носилки легко сдвигаются от левого борта к центру. Фирма Оборон Авто, известная в частности крупным бронеавтомобилем Буран, представила прототип легкого вездехода Кадет. И машина представляет собой комбинацию рамного уазовского шасси с зависимыми подвесками, подключаемым полным приводом с оригинальным защищенным кузовом, более просторным для пассажиров и вместительным для груза за счет открытой платформы. Все серийные агрегаты для этого автомобиля проходят тщательный контроль качества, а местами и тюнинг. И, к примеру, стандартный 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ после селективной сборки форсируют до 220 лошадиных сил. Также разработчики отмечают усиленные колеса на ободе дисков, в которых выштампованы рекомендации по выбору для разного типа покрытий – асфальта, песка и гравия. По расчетам 3-тонный Кадет сможет брать 30-градусные подъемы, разгоняясь на хорошей дороге до 130 км в час и потребляя в среднем 15 литров топлива на 100 километров. Представители компании не скрывают, что основным заказчиком они видят Министерство обороны, отчего дебютный Кадет и получил бронекузов с универсальными креплениями для армейского инвентаря. Тем не менее, выпуск варианта для частных клиентов тоже рассматривается в перспективе. И еще один пример использования уазовских агрегатов показала компания Argo, создавшая предельно утилитарное и простое багги с прицелом на службу в подразделениях Росгвардии. Сами разработчики позиционируют Сарацин как вездеходную мобильную платформу для установки различного спецоборудования. А полезная нагрузка до 3 тонн позволяет переделать машину под конкретные задачи. Например, сделать из нее пункт наблюдения, полевую кухню или что-то подобное. В отличие от исходного УАЗа и упомянутого выше Кадета, Сарацин получил экономичный стасильный дизель. И в сочетании с механической коробкой передач такой мотор обеспечивает вездеходу автономность до 700 км и достаточно неплохую динамику. Argo разгоняется до 140 км в час, а выносливая ходовая часть позволяет преодолевать пересеченную местность со скоростью до 60 км в час. А это классический УАЗ-патриот, и предназначен он для обеспечения повседневной деятельности войск и выполнения общехозяйственных задач. Военный патриот
самолет не сильно отличается от гражданского. Базовая конструкция у него та же самая, но отличается комплектация. На таких внедорожниках используются стальные кованые диски колес, нет рейлингов на крыше и есть крепление для шансового инструмента и канистры для воды, масла и вооружения. Кроме того, двухлистовая рессорная подвеска заменена на более жесткую, четырехлистовую, и не говоря уже, конечно, о различном спецоборудовании, нужном для различных силовых ведомств. Можно также отметить, что конструкция Патриота допускает возможность бронирования. А проведя модернизацию модели в 2016 году, УАЗ отказался от еще одной военной фишки – двух металлических топливных баков. И теперь бак единый и пластиковый, и заправлять такую машину на АЗС намного удобней. УАЗ Ясаул – этот автомобиль для спецназа внешне ничем не отличается от стандартного УАЗа Патриота, и он способен защитить своих пассажиров от выстрелов и стрелкового оружия крупного калибра, а также взрывов мин и оборонительных гранат. Броневую капсулу не способна пробить ни одна из используемых сегодня систем стрелкового вооружения, а стекла машины изготовлены из полистойкого эмалированного стекла и имеют толщину в 19 мм. Моторный отсек Ясаул оборудован системой автономного пожаротушения. Лобовое стекло имеет автоподогрев и не замерзнет даже при температуре до минус 40 градусов Цельсия. И Ясаул является достаточно дорогим спецавтомобилем. Его цена достигает 3 миллионов рублей. Однако он жизненно необходим бойцам Росгвардии, которым приходится систематически вступать в вооруженное противостояние с членами организованных преступных групп, пытающихся дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Замаскированные броневики снабжены системой перехвата радиосигналов. Находящиеся в них бойцы могут без проблем блокировать работу средств связи террористов, а также глушить сигналы радиоуправляемых мин и фугасов, установленных на маршруте движения. А это специализированный автомобиль Ясаул Преграда на базе пикапа УАЗ. Машина может блокировать движение во время массовых беспорядков. Заграждение преграды изготовлено из металла и листов композита. Оно раскладывается вручную за 2 минуты, а ширина заграждения в разложенном виде 5,5 метров, а высота 2,5. Отмечается, что машина предназначена для блокировки неорганизованного движения правонарушителей, противодействия группам лиц, нарушающим общественный порядок, а также для защиты личного состава. И подчеркивается, что существует и бронированный вариант автомобиля. Самый, пожалуй, заслуженный российский производитель вездеходов Трекол показал топовую 8-колесную модель Арктика ценой от 15 миллионов рублей. Гигантская плавающая машина длиной 8,7 метров и высотой в 3,3 метра предназначена, как утверждает производитель, впервые в мире для круглогодичной перевозки 21 человека или же доставки грузов массой до 4 тонн по тотальному бездорожью. Модель получила оригинальное полноприводное шасси и утепленный алюминиевый кузов. 170-сильный турбодизель ЯМЗ 534 в блоке с 5-ступенчатой механической коробкой передач расположили между кабиной управления и транспортным модулем. Все мосты снабдили самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами, а шины сверхнизкого давления централизованной подкачкой. Кроме того, клиент может заказывать лебедки, автономные отопители, стеклопакеты, силовую защиту и другие специальные опции для самых сложных климатических условий. Бронемашина АМН 590911 «Спартак» является развитием одноименной машины. Кабина у нее та же, а главное отличие в шасси. Оно стало трехосным. Позади разместилась 57-миллиметровая зенитная автоматическая пушка С-60 и, впрочем, орудие, судя по его состоянию, с длительного хранения. А для выставочного экземпляра это вполне уместно. Стоит напомнить, почему вытащили такое количество старых зениток. Боевые действия в Сирии показали, что С-60, которых много в сирийской армии, оказались оптимальной системой для использования по наземным целям. И поэтому все воевавшие стороны очень быстро стали монтировать их на шасси грузовиков. И оставалась самая малость – придать концепции гантрака заводской вид. И «Спартак» с 57-миллиметровой пушкой С-60 появился явно не как инициативное решение. И не стоит удивляться, что вскоре такие машины будут серийными. И немного об автоматической пушке С-60. В настоящий момент ООО «Новые оборонные технологии» предлагает 3 варианта модернизации оружия с последующей установкой на шасси «Спартака». Орудие получило даже уникальное имя – САЗП-57. В самом простом исполнении пушку снимают с повозки, заменяют все электрооборудование и размещают боекомплект рядом с пушкой, и расчет сокращен с 8 до 4 человек. Второй вариант подразумевает восстановление ресурса орудия и дальнейшее сокращение расчета до командира, наводчика и заряжающего, а также установку электроприводов наведения, дальномеров, приборов ночного видения и сведение механизмов наведения на одно рабочее место.
В ходе углубленной модернизации С-60 обзаводится дополнительно к вышеперечисленному автоматом сопровождения целей, тепловизором, прообразом системы управления огнем и автоматической системы подачи боеприпасов, вплоть до возможности ведения огня снарядами с программируемым подрывом. И в этом случае цена доработки древнего С-60 многократно превышает стоимость самого орудия. Но эта идея довольно интересная и имеет все права для реализации. И таким образом российские инженеры дали старой советской пушке вторую жизнь, а это ЗАК-23Н на выставочном форуме «Армия-2023». Это самоходная зенитная арт-установка малой дальности. И разработана она совместно компаниями Тула-Машзавод и НТЦ «Линц». И создана она на базе БТР-82А и вооружена двумя 23-мм пушками ЗУ-23-2. И, как отмечается, система оснащена передовыми оптико-электронными средствами обнаружения и способна уничтожить в автоматическом режиме воздушные угрозы, такие как беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты, работающие в ближней зоне. Использование проверенной десятилетием службы ЗУ-23-2 обеспечивает впечатляющую скорострельность зенитки, а мобильная платформа, ее маневренность, оперативную гибкость и возможность движения по бездорожью. А наличие собственной оптико-электронной системы позволяет независимо обнаруживать цели. Массовое появление ЗАК-23 на фронте позволило бы российским войскам избавиться от практики размещения ЗУ-23-2 на борту ничем не защищенных грузовых автомобилей. Работы по перспективному комплексу борьбы с БПЛА начались несколько лет назад по инициативе Министерства обороны, а исполнителем был выбран АО-концерн «Кизлярский электромеханический завод», он же КМЗ, и на форуме «Армия-2022» КМЗ впервые показал результаты проведенных работ. Это был опытный образец в виде бронеавтомобиля «Тайфуна ВДВ» с боевым модулем новой разработки, модернизированной 23-мм артиллерийской установкой ЗУ-23-2. Перспективный боевой модуль от концерта КМЗ разработан на основе серийной зенитной установки ЗУ-23-2, и последняя получила набор новых приборов и устройств, обеспечивающих поиск целей и наведение в дистанционно управляемом режиме. Получившийся модуль является универсальным и может монтироваться на разные платформы. Для нового модуля на КМЗ разработана так называемая центральная вычислительная система ЦВС, и она представляет собой компьютер со специальным программным обеспечением, выполненным с применением элементов искусственного интеллекта. ЦВС собирает информацию с оптико-электронных средств, от метеостанций и других, и обрабатывает их и выдает данные для наводки и стрельбы. Особый интерес представляют средства и методы управления модулем и стрельбой. Так, в распоряжении стрелка-оператора имеются традиционный пульт управления и очки дополненной реальности. Пульт может использоваться за пределами машины, а кабель обеспечивает работу на дальности до 100 метров. Радиостанция связи до 2 километров. По известным данным, проект зенитного модуля от КМЗ успешно продвигается вперед и подтверждает ожидания. И в обозримом будущем завершится разработка нового боеприпаса, который дополнительно улучшит возможности модуля. И, вероятно, после этого Министерство обороны оценит такую разработку и определит ее будущее. Несколько лет назад холдинг Росэлектроника впервые показал многофункциональный комплекс «Рать» и недавно представил его новый вариант. И за счет характерного облика оба изделия отличаются высокой подвижностью и должны показать высокие рабочие и боевые характеристики. Изделие «Рать» представляет собой самоходный комплекс с набором разнообразного оборудования, предназначенного для обнаружения и сопровождения малоразмерных сложных воздушных целей. Кроме того, имеется собственное вооружение для поражения найденного объекта. И при этом организация-разработчик предлагает сразу два варианта вооружения, способных эффективно поражать беспилотные цели или иные объекты. И оба варианта комплекса «Рать» строятся на основе бронеавтомобиля СБА-70К4. Эта машина имеет объемный броневой корпус, защищающий экипаж и аппаратуру от стрелкового оружия, осколков и взрывных устройств массой в несколько килограмм. А дизельный двигатель оптимальной мощности позволяет машине разгоняться на шоссе до 90 км в час и передвигаться по пересеченной местности. Целевое оборудование и вооружение размещается внутри корпуса броневика и за его пределами. Так на крышах машин находятся антенные устройства радиолокаторов и других систем, вооружение и так далее. А внутри бронеавтомобиля находятся средства энергосбережения систем, необходимая электроника и рабочее место оператора. «Рать» штатно несет средства подавления и уничтожения беспилотных целей. Так, на борту машины имеется собственный комплекс радиоэлектронной борьбы. Комплекс РЭП в автоматическом режиме следит за эфирами, выявляет активность в основных диапазонах, используемых беспилотными системами, и при обнаружении сигнала связи и управления ставится помеха.
и эффективная дальность воздействия на типовой БПЛА составляет 1,5 километра. К настоящему времени два варианта Ради дошли до испытаний и до стадии показа на открытых мероприятиях. Это может указывать на достигнутый прогресс и скорый переход проекта на следующие стадии. Соответственно, можно ожидать, что в ближайшем будущем такие комплексы борьбы с БПЛА пойдут в серию и поступят в войска. Министерство обороны и другие структуры пока никак не комментировали этот вопрос, но информация о принятии на вооружение может появиться просто в любое время. Классическая ЗУ-23-2 получила ряд обновлений и теперь способна бороться с рядом беспилотников, и в том числе с малогабаритными БПЛА. Новый образец под названием ЗУ-23АЭ был представлен на выставке форума «Армия-2023». Благодаря усовершенствованиям автоматическая пушка калибра 23 мм теперь обучена командной работе, где комплекс из 3 пушек может работать синхронно, помогая основной командной установке выполнять совместные задачи. Причем для повышения живучести и эффективности всего комплекса отдельные установки могут быть размещены на удалении до 100 метров друг от друга. Главная пушка оснащена автоматом слежения за целью и оптико-электронным модулем с интегрированными телевизионной и тепловизионными камерами с функцией лазерного дальномера. Причем пушка в соответствии с современными требованиями оборудована электропуском, тем самым позволяя оператору управлять всей системой дистанционно. Кроме того, добавлен электропривод самому орудию. Для экономии боеприпасов ствол перенастроен на более медленный темп стрельбы в 500 выстрелов в минуту и получил новый режим огня – выстрелы одиночными и выстрелы по 2 патрона, а сами снаряды стали с программируемым временем подрыва. Базовая версия ЗУ-23 была создана в конце 50-х годов прошлого века для борьбы с низколетящими воздушными целями. Но, как оказалось, зенитка отлично борется и с наземной техникой, и с личным составом противника. А перед вами переносное средство радиоэлектронного противодействия беспилотной авиации «Аргумент-2». Это противодронное ружье, и оно было создано специально для постановки радиопомех беспилотным воздушным судам с целью срыва их полетного задания, что в свою очередь эффективно позволяет противодействовать несанкционному проникновению дронов на охраняемую территорию и предотвращать совершение терактов в местах проведения массовых мероприятий и на объектах закрытого типа, в аэропортах, вокзалах, а также на объектах военной и критической инфраструктуры и в том числе на АЭС и ГЭС. Аргумент-2 действует путем радиоэлектронного подавления сигналов спутниковых навигационных систем, каналов управления и каналов передачи данных БПЛА в широком диапазоне частот, и в результате его работы происходит аварийная посадка или возвращение беспилотника к месту старта, или же просто его падение. Отличительной особенностью противодронного ружья «Аргумент-2» является возможность подавлять каналы управления и спутниковой навигации как одновременно, так и раздельно. И кроме того, это переносное средство радиоэлектронной борьбы весом не более 6 кг, с довольно маленькими габаритными размерами, и оно не требует специальной подготовки оператора и сразу готово к работе. А перед вами радиолокационная станция «Скаут-патруль», и она предназначена для автоматического обнаружения и идентификации малоразмерных БПЛА на дальности до 30 км. РЛС имеет высокие возможности по обнаружению малоразмерных БПЛА, сопровождению и распознаванию воздушных объектов и отличается относительно небольшой массой и высокой эргономикой. А это переносное средство противодействия беспилотным воздушным судам «Аргумент-3». Комплекс предназначен для пресечения противоправного проникновения БПЛА в охраняемое пространство объектов путем подавления каналов связи, управления и навигации с неподготовленных позиций участка охранения. При включении создается непроницаемая для беспилотного воздушного средства защитная полусфера одновременно в 10 радиочастотных диапазонах, чем обеспечивается эффективное радиоэлектронное подавление систем управления БПЛА. Комплекс способен подавлять каналы связи управления и сигналов спутниковой навигации беспилотных воздушных судов как вертикального взлета, так и самолетного типа. Оператор может выбрать режим радиоэлектронного подавления, непрерывный или же импульсный, и оптимальные частотные диапазоны помех. Изделие не требует специальной подготовки оператора и готово к применению в масштабе времени близком к реальному и соответствует международным стандартам воздействия электромагнитных полей на человека. Новая модификация ГАЗ-66, разработанная Нижегородским авиационным обществом, оснащена бронированной кабиной, которая может быть как и одно, так и двухрядной. Кабина также имеет систему кондиционирования и дополнительную защиту для топливных баков. Одной из важных особенностей ГАЗ-66МБ является возможность установки различного вооружения на грузовой платформе с грузоподъемностью до 2,5 тонн. Например, боевой модуль ЗУ-23М1М способен поражать цели на расстоянии до 2,5
3,5 километров и обеспечивает высокую точность в дневное и ночное время. Раньше мобильные комплексы борьбы с дронами размещали на японских «Тойотах», а сейчас же базой установки репеллент-патруля послужил очень российский «Барс». И в радиусе от 4 до 7 километров репеллент-патруль создает непреодолимый для дронов любых типов радиоэлектронный купол. Влетая в этот купол, беспилотники сразу же теряют связь с операторами и их управления, и по заложенной в них программе должны вернуться для восстановления сигнала. Сигнал восстанавливается, и дрон опять летит в купол и опять теряет связь. И в это время оператор репеллент-патруля определяет точку нахождения наводчика вражеского дрона и передает ее координаты тем силам, которые должны с ними бороться. Комплекс защиты способен работать на ходу автомобиля, то есть может прикрывать колонны в движении, и монтируется он на любое шасси. За рубежом на российскую систему отпугивания дронов обратили внимание еще несколько лет назад, и сейчас репеллент-патруль поставляется иностранным заказчикам, которые от него в восторге. А вот до передовой на Донбассе репелленты, похоже, еще не добрались. Хотя, если бы такие отпугиватели дронов массово применялись в спецоперации, небо над головами российских воинов давно бы было чисто от дронов. Особенно меня порадовали эти, с первого взгляда, не очень примечательные экспонаты. Это не брутальные танки, которые все так любят и от которых визжат посетители, а это изделия впоследствии окажут огромное влияние на российское машиностроение. Это ведущие мосты для грузовой и полноприводной техники. Отечественные мосты. Это даже немножко смешно и грустно. Когда-то очень давно Советский Союз был одним из лидеров автомобилестроения. Да, может быть, с легковыми автомобилями складывалось не все так удачно, но грузовики, а тем более полноприводные, ценились и уважались по всему миру. А ведущие мосты большой грузоподъемности были обязательным атрибутом такой техники. И вот буквально за несколько десятилетий технология в России была утрачена. Вы представляете? Вначале нас посадили на немецкие изделия от фирмы ZF, а потом немцы отказались от сотрудничества. И, видимо, что-то случилось, и нам пришлось идти на поклон к китайцам. Но благодаря новой разработке автостроителей из МИАСа появилась надежда на некое возрождение отечественного многосерийного автомобилестроения, с чем я и поздравляю машиностроителей с Урала. И также меня порадовало развитие темы беспилотного транспорта уральцами. В прошлом году, вдохновленная похожим экспонатом, я написала громкую статью «Дальнобойщики больше не нужны». И я рекомендую ее почитать у меня на Дзене или в ВК. И статья тогда вызвала немалый резонанс. Так что я рада, что тема беспилотного транспорта продолжает развиваться. На форуме «Армия-2022» меня сильно впечатлила их первая версия такой машины. Тогда образец был в очень харизматичной двойной окраске, отображающих двойное назначение машины. А в этом году автономный Урал был только в защитном цвете, не дающий двойное трактование назначению автомобиля. Этот образец, в отличие от прошлогодней машины, отличается еще и наличием лидаров на переднем бампере. Ведь год назад у меня был вопрос о том, как эта машина ориентируется на местности. Теперь частично вопрос у меня отпал. Беспилотник может автономно подъехать к погрузочно-разгрузочным терминалам и выполнять задачи, а удаленно по сотовой сети оповещать оператора о возникших нештатных ситуациях. Беспилотная машина уже прошла испытания и планируется к серийному производству, так что скоро дальнобойщики действительно будут не нужны. Но для этого нужно время и решение очень многих вопросов. И уже сейчас Магнитогорский метизно-калибровочный завод проводит испытания грузовика «Урал» нового поколения «Урал-4320-67-73». И это беспилотный автомобиль с 3-м уровнем автономности. И пока что оператор вмешивается в его работу. Но с 5-м уровнем автономности, который уже запланирован, грузовик сможет перемещаться самостоятельно. Так как это беспилотник, кабину упразднили, но характерный нос оставили, а длина автомобиля составляет 6,5 метров, и причем сразу за капотом начинается грузовая платформа, и высота 2,3 метра. А в плане техники тут все то же самое, что и у обычного Урала, только вместо механики стоит автомат. И интересно, что над ПО для беспилотника трудились специалисты НПО «Андроидная техника», которые создали известного робота Федора. Миасский завод «Спецагрегат» представил фрезерно-роторный снегоочиститель ФРС на базе шасси «Урал-4320» с обновленной кабиной. И модель на 100% состоит из отечественных компонентов и, что важно, отличается повышенными показателями надежности. ФРС применяется для очистки от снега автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, таких как взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов и подъездных путей к аэродромам, а также для отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями, и погрузки снега в транспортные средства при температуре до минус 40 градусов по Цельсию.
И эта перспективная модель является следующим этапом в развитии шнекороторных снегоочистителей, ведь данный вид спецтехники отличается более мощным мотором, переработанной схемой привода и самим рабочим органом, что позволяет при минимальных затратах производить уборку как лучшие зарубежные аналоги. И, кстати, в моем прошлом видео я показала аналогичную машину на базе Урал-4320, и она была старого поколения, и она работает на московских улицах, а так что развитие направления машиностроения вы можете видеть буквально на своих экранах. На выставке были представлены и автомобили семейства Урал Next 6х6, и это вахтовый автобус Урал 3255-5013-71, и он используется для транспортировки подразделений Росгвардии по всем типам дорог и участкам местности, и имеет все необходимое для этого оснащение. Вахтовый автобус Урал Next – это специальное пассажирское транспортное средство, которое предназначено для перевозки людей по дорогам от 1 до 4 категории и участкам местности вместимостью в 22 человека. И по согласованию с заказчиком можно изменить число посадочных мест и схему расположения сидений. А мощность у него 238 лошадиных сил. Пожарная автоцистерна АЦ-3040 предназначена для доставки к месту пожара личного состава и пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожаров и аварийно-спасательных работ. АЦ обеспечивает подачу воды и раствора пенообразователя с номинальным расходом в 40 литров в секунду, забором воды из цистерны или же закрытого или открытого водоисточника по магистральным пожарным рукавам к переносным лафетам или ручным стволам, или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды и раствора пенообразователя к очагу пожара. Базовое шасси Урал-43-206 4х4 обеспечивает отличную проходимость и оборудовано новой шестиместной эргономичной двухрядной кабиной. Оттаивает Северный морской путь, а вместе с ним и побережье, и поэтому требуется много техники геологам, строителям, нефти- и газодобывающим компаниям. Арктика и Крайний Север обнажают беспрецедентные запасы полезных ископаемых, а охрана оттаивших рубежей Родины становится как никогда актуальной задачей, когда слишком много стран точат зубы на российские недры. И, как водится в отечественном автомобилестроении, у машины имеется довольно сложный индекс – 425702. И знаменит этот гигант тем, что недавно экспонировался на форуме «Армия-2023», и это недвусмысленно намекает на военное будущее машины. Основным предназначением арктического Урала является перевозка людей по зимникам и слабонесущим грунтам при экстремально низких температурах. Инженеры из МИАСа уверяют, что вахтовый грузовик рассчитан на работу при температуре до минус 50 градусов по Цельсию. Представленный на форуме «Армия-2023», Урал является третьим в своем роде. Первый появился на рубеже 2021-2022 года как результат государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. И машина представляет собой лишь утепленную капотную вахтовку с каркасно-панельной кабиной от военного «Торнадо». Позже появилась вторая версия на больших колесах, но с прежним двухобъемным кузовом. Это очень неудобно, ведь водитель со штурманом вынуждены выходить на лютый мороз, чтобы просто попасть в кузов к пассажирам. И колеса у второго прототипа были всего лишь 28 размера. А третий Урал Арктика, представленный на форуме «Армия-2023», имеет единое пространство кабины и пассажирского салона на 21 место, а из удобств имеется вакуумный туалет в хвосте кузова. Перед вами шасси автомобиля Урал-6370. Урал-6370 оказался востребован как в армии, так и на гражданском рынке, и часто их покупают нефтяники и газовщики. На шасси модели для них делают вахтовые утепленные автобусы, летучки для ремонтников, обслуживающих оборудование. А благодаря колесной формуле 6х6 и высокой проходимости автомобили способны добраться туда, где никогда не было дорог, вне зависимости от времени года. На грузовики Урал-6370 устанавливают дизельные шестицилиндровые двигатели серии ЯМЗ-650. Эти моторы разрабатывали на базе силовых агрегатов Рено. Также на стенде Урал было представлено шасси автомобиля Урал-4320. Шасси Урал-4320 используется в качестве базы для создания не только бортовых и тентовых автомобилей стандартной или же удлиненной компоновки, но и для вахтовых автобусов на 22 или 30 мест, сидельных тягачей и труповозов, автоцистерн и топливозаправщиков, установок и спецоборудования для нефти и газодобычи, а также дорожной и коммунальной техники, пожарной охраны и, конечно же, нужд вооруженных сил. Без лесовозов на базе Урал-4320 невозможно представить вырубку или же заготовку леса во многих регионах нашей страны.
Вместе с гидравлическими манипуляторами лесовозы «Урал» позволяют погружать и разгружать лес без привлечения специальной техники. Технические возможности грузовиков «Урал-4320» позволяют их интенсивную эксплуатацию в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию в противоположных друг другу климатических условиях в районах Крайнего Севера или же песчаных пустынь. Кабина Урал-63-704 Торнадо У. Кабина у этого грузовика каркасно-панельная. При этом часть наружных панелей, двери, капот и крыша выполнены из композитов. Однако предусмотрена установка комплекса дополнительной защиты из бронированных панелей. Вход в кабину высокий, но есть и подвесная ступенька и ручка в дверном проеме. В салоне кабины 3 места, а водительское сиденье подрессоренное. Кабина также оборудована системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Хороший обзор из кабины обеспечивается крупным лобовым стеклом без переплетов и боковыми окнами в дверях. Дополнительное удобство работы экипажа обеспечивается подножками под дверьми и оригинальным расположением рычагов открывания дверей. Ввиду высокого расположения кабины рычаги находятся в нижней части дверей. Самосвал Урал С-34-520. Такие автомобили имеют модернизированную бескапотную кабину, которая отвечает всем требованиям безопасности как для водителя, так и для пассажира. Приборная панель выполнена из качественного пластика с эргономичным расположением органов управления, а электронная комбинация приборов с цветными дисплеями соответствует современным требованиям. Также имеется многофункциональный руль с кнопками управления и регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой. Оптимальный микроклимат в кабине обеспечивается эффективной климатической системой, кондиционером, а также качественной теплоизоляцией и уплотнителями дверей. А по желанию заказчика кабина оборудуется еще и спальным местом. Сейчас в производственной линейке Урала для военных нужд числится сразу 4 семейства – Мотовоз, Мотовоз-М, Торнадо У и Тайфун У. И самое сложное в истории с современными Уралами – это не запомнить все аббревиатуры, а научиться различать между собой технику семейства Торнадо У и не путать их с одноименным МРАП-атором дизеля и Мотовоз-М. Итак, запомните, грузовики Урал Торнадо У – это самые тяжелые машины из МИАСа. Этакие прямые заменители украинских КРАЗов. Полная масса может достигать 32 тонн при грузоподъемности в 12,5 тонн. Машина собрана вокруг мирного и бескапотного Урал-6370, а это значит, что и мосты у Торнадо У венгерские, может быть и китайские. Мотор хоть и ЯМЗ-652, но производится он по французской лицензии и представляет собой дизель Рено. Кабина каркасно-панельная и хорошо подходит для бронирования. Даже дверные замки тут ригельного типа. Машины Мотовоз М заметно легче, и фактически это удлиненные классические Уралы с кабиной, которая максимально унифицирована с Торнадо У. И, соответственно, этот образец и представлен на этих кадрах. Создатели называют Торнадо У заменой КРАЗом, так как по набору своих характеристик они совместимы с кременчугскими вездеходами. Полная масса 30 тонн и грузоподъемность 16 тонн. И при этом мощность двигателя у уральского грузовика больше – 440 лошадиных сил. И стоит отметить, что на Торнадо У, судя по всему, установлен форсированный двигатель ЯМЗ-652, так как мощность оригинального мотора не превышает 412 лошадиных сил. А в качестве одной из особенностей нового армейского грузовика производитель выделяет кабину. Кабина капотная каркасно-панельной конструкции, трехместная, и была оборудована системами отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. А часть наружных панелей кабины, капот, крыша и двери выполнены из композитных материалов. В кабине 3 места, и при этом сиденье водителя подрессоренное. Вход в нее достаточно высокий, но для удобства водителя имеется подвесная ступенька, а также ручки в дверном проеме. Использование каркасно-панельной кабины позволяет решить проблему с защищенностью водителей и пассажиров, а также возможно скрытое бронирование, когда броня размещается под внешними панелями кабины, а снаружи ее не видно. Соединение и формирование российской части, задействованные в спецоперации, имеют собственную войсковую ПВО, построенную с использованием зенитно-ракетных комплексов разных типов. Так, в дивизионном и бригадном звене задействованы комплексы ТОР-М2 и ТОР-М2У. Они предназначены для перехвата воздушных целей в ближней зоне и дополняют более дальнобойные ЗРК по типу изделий семейства БУК. Российские ЗРК сталкиваются с воздушными целями разных типов. Противник пытается применить тактическую авиацию и авиационные средства поражения, как советского образца, так и иностранные.
Массово используются беспилотные авиационные комплексы от малых коммерческих изделий до полноразмерных разведывательно-ударных систем. Также угрозу представляют неуправляемые и корректируемые боеприпасы реактивной артиллерии, в том числе и зарубежного производства. Зенитно-ракетный комплекс ТОР разрабатывался в середине 70-х годов в интересах ПВО сухопутных войск. Базовую модификацию ЗРК приняли на вооружение в 1986 году. В дальнейшем его неоднократно модернизировали, и на вооружение поступили новые модификации. Последнее поколение комплексов появилось в войсках в 10-х годах. Это были изделия ТОР-М2 и ТОР-М2У. Основным элементом современного комплекса ТОР является боевая машина 9А-331М2. Она построена на унифицированном гусеничном шасси высокой проходимости. ЗРК может сопровождать войска на марше или же на поле боя, а унификация упрощает эксплуатацию. На шасси смонтирован боевой модуль башня со всем необходимым оснащением и вооружением. Часть аппаратуры находится внутри корпуса на местах расчета, который включает 3 человека. С февраля 2022 года ЗРК семейства ТОР и другие отечественные средства ПВО, как войсковой, так и объектовой, проходят проверку практикой. Они используются в зоне проведения спецопераций и работают с реальными воздушными целями. Целью проекта ГИБК-С было создание перспективной системы, имеющей в своем составе самоходную технику со специальным оборудованием. Благодаря имеющемуся оснащению машины комплекса имеют возможность следить за воздушной обстановкой и производить обнаружение целей, а также атаковать найденные объекты при помощи ракет переносных зенитных комплексов. Ожидается, что подобное использование существующих ПЗРК в одной системе с новой аппаратурой позволит значительно повысить эффективность боевой работы в сравнении с существующими зенитными средствами. Комплекс, собственно, предназначен для уничтожения низколетящих вражеских целей, о чем говорит потолок стрельбы в 2000 метров. Удивительной дальнобойностью ГИБК-С тоже не похвастает, всего до 6 километров. Зато комплекс быстро обнаруживает врага. Время реакции на угрозу с воздуха составляет чуть более 1 секунды. Скорострельность комплекса до 4 выстрелов в минуту. Платформой для ГИБК-С служит универсальный бронеавтомобиль «Тигр». Маневренность, проходимость и защищенность транспорта находятся на высшем уровне. Военные эксперты отмечают, что разработчики выбрали наиболее рациональное шасси для расположения ГИБК-С и объясняют многие это тем, что «Тигр» весьма неприхотлив, всепогоден и многофункционален. Бронеавтомобиль не боится ни болотистой местности, ни пустыни и ни тундры. И мало того, по пересеченной местности он способен двигаться со скоростью до 90 км в час. Наличие ГИБК-С в наших войсках, конечно же, позволяет облегчить выполнение задач по прикрытию мотострелковых подразделений на марше. И не спорю, что наиболее эффективно с этим справится ТОР. Но не стоит забывать, что данный ЗРК не часто привлекается к выполнению подобных миссий. ГИБК-С – это же компактное, универсальное и относительно дешевое средство, которое можно клепать в больших количествах и монтировать на широко распространенные в нашей армии «Тигры». Российский зенитно-ракетный комплекс «Викинг» является экспортной модификацией ЗРК БУК-М3, который производит концерн «Алмаз-Антей» с 2016 года. И в отличие от базовой российской войсковой версии БУК-М3, у «Викинга» изменены некоторые тактические характеристики, а его экспортная стоимость доходит до $300 миллионов за дивизион. Дальность перехвата ракеты «Викинга» достигает 65 км с высотой в 35 км. И отметим, что дальность поражения цели в 65 км в тактических характеристиках ЗРК «Викинг» относится к таким аэродинамическим целям, как боевые истребители 4-го поколения и вертолеты. Баллистические ракеты «Викинг» умеют поражать только на дальности 25 км. Как и БУК-М3, ЗРК «Викинг» умеет сбивать цели, которые летят на повышенной сверхзвуковой скорости, а некоторые эксперты утверждают, что этот комплекс может поразить цель, летящую на гиперзвуке. Но гиперзвуковая скорость начинается от 6150 км в час, а ракета ЗРК «Викинг» летит со скоростью 5580 км в час. На противовоздушные ракеты в экспортном варианте с индексом Э не установлена активная радиолокационная головка наведения «Сланец», как на БУК-М3, которая получает целеуказания не только от РЛС-комплекса, но и от множества внешних источников, такие как самолеты ДРЛО ИУ и многоцелевые истребители Су-57, а также с наземных и корабельных станций слежения. Зенитная ракетная система Антей-4000 – это экспортный вариант новейшей войсковой зенитной ракетной системы С-300В4, поступившей на вооружение в российскую армию с 2014 года. Здесь хотелось бы уточнить, что еще начиная с советских времен развитие систем противовоздушной обороны у нас в стране шло по 2 основным направлениям.
Одни системы ПВО, и к ним относятся комплексы С-75, С-125, С-300, а позже С-400 и С-500, создавались в интересах ПВО страны, и они прикрывали важнейшие промышленные объекты, города и целые регионы. Другие комплексы ПВО создавались в интересах противовоздушной обороны войсковых частей и группировок и важных военных объектов, в частности для прикрытия сухопутных войск. Поэтому их относили к войсковой ПВО, которая прикрывала войска от ударов противника с воздуха, и в том числе и на марше. Эти комплексы часто имели одинаковое наименование, отличались лишь только буквенными литерами. К примеру, С-300П – это комплекс ПВО страны, а С-300В – похожий комплекс, но сделанный под задачи войсковой ПВО. Ан-Т-4000 был создан именно на базе такого войскового комплекса ПВО. Чтобы он вместе с войсками мог свободно передвигаться в армейских колоннах по бездорожью, конструкторы поставили С-300В на гусеничное шасси, такой же, как у танка Т-80. Аппаратура внутри комплекса защищена от вибраций, тряски и перепадов температур, а время его развертывания в боевое положение в случае нападения противника буквально минуты. Подготовка С-300В к стрельбе велась практически на ходу. Сразу после короткой остановки комплекс был способен отстреливать воздушного противника, уничтожая все виды аэродинамических целей и оперативно-тактические ракеты. К сожалению, «Панцирь С-1М» на выставке был представлен только в виде макета. «Панцирь С-1М» – это зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности, предназначенный для противовоздушной обороны малоразмерных военных целей, в том числе и подвижных, административно-промышленных объектов и районов. Способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые и оперативно-тактические ракеты и средства высокоточного оружия. Также используется для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения. Экспортный вариант ЗРПК «Панцирь» называется СМ. Это «Небо-М», и он относится к межвидовым РЛС больших и средних высот и является самой совершенной в своем классе. Система отличается помехоустойчивостью и максимальной автоматизацией всех процессов. Комплекс способен увидеть до 200 целей, летящих со скоростью до 18 тысяч км в час в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели и за пределами атмосферы. Небо-М одновременно работает в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах. Это позволяет системе вычислить координаты целей с точностью до сантиметра. ЛРС определяет не только координаты воздушного объекта, но и его государственную принадлежность. Компьютеры системы способны выявить стелс-цели, и для этого разработан специальный алгоритм. Он в автоматическом режиме анализирует слабые отраженные сигналы в 3 диапазонах и идентифицирует невидимок. Радиолокационный комплекс 55G6М создан на базе 4 автомобилей БАЗ-69-09-015 высокой проходимости. 3 из них – радиолокационные станции метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона соответственно. Их легко отличить по многометровым ажурным антеннам сложной конфигурации. Каждый из этих модулей обеспечен встроенным источником энергосбережения и гидравлическими системами свертывания-развертывания антенн. Это позволяет подготовить РЛС к работе за 15 минут. А благодаря высокой мобильности станции Небо-М могут быстро менять позиции и уходить из-под удара противорадиолокационных ракет. Высокоточные системы 55G6М Небо-М способны обнаруживать широкую номенклатуру сложных целей, от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов. Такие комплексы монтируются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой точке страны. Машины серии 55G6М доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим. Благодаря развертыванию в Крыму станции семейства Неба над всей акваторией Черного моря будет создано сплошное радарное поле. С помощью 55G6М можно будет контролировать воздушное пространство от проливов Босфор и Дарданеллы. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» – это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения. Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых и тактических и оперативно-тактических баллистических ракет в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также природно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии. ЗСУ-23-4 «Шилка» является настоящей легендой среди зенитных самоходных установок, а ее долгая войсковая жизнь заслуживает исключительного уважения. Данная ЗСУ – это пример рационального отношения к боевой технике, которая уже снята с производства, но еще в состоянии выполнять возложенные на нее задачи. Несмотря на то, что серийное производство ЗСУ-23-4 «Шилка», названное так в честь реки, левого притока Амура, было прекращено еще в 1982 году, модернизации данной установки продолжают появляться и сегодня не только в России, но и в других странах, в Польше, в Украине, а сама ЗСУ по-прежнему находится на вооружении сухопутных войск Российской Федерации. В отличие от своих предшественников, модернизация «Шилка М4» в состоянии работать в условиях сложной помеховой обстановки, а также эффективно обнаруживать воздушные цели, летящие на малых высотах. Автоматика обновленного зенитного комплекса самостоятельно вносит поправки на износ стволов пушек и также метеорологические условия, и учитывает иные факторы, влияющие на траекторию полетов снарядов, и, как следствие, точность стрельбы. Это МиГ-35. МиГ-35 – это российский многофункциональный истребитель поколения 4++, и предназначен он для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям и за пределы зоны противовоздушной обороны противника, то есть его ПВО. Многофункциональный истребитель МиГ-35 – это результат глубокой модернизации боевых самолетов МиГ-29М и МиГ-29К в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик и доведения их до уровня самолета поколения 4++. При проектировании МиГ-35 удалось на 35% повысить внутренний запас топлива, а также в 2 раза увеличить боевую нагрузку. И в результате вооружение и радиус действия МиГ-35 приблизился к уровню тяжелых истребителей. Установленный на самолете радар нового поколения позволяет одновременно сопровождать до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км и одновременно атаковать 6 наиболее опасных из них. Эксплуатационные затраты самолета МиГ-35 существенно снижены, и в несколько раз увеличены ресурсы планера и агрегатов самолета. А это новый проект перспективного Ми-8АМТ ШВН «Сапсан», и он включает ряд мер, направленных на совершенствование важнейших характеристик и боевых качеств. Часть агрегатов, и в том числе ключевых, подверглась замене, и кроме того внедрено несколько принципиально новых систем. И в результате появился грузопассажирский вертолет, способный применять расширенную номенклатуру вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Большинство пилотажных, навигационных и боевых задач вертолет способен выполнять при минимальном участии экипажа, то есть в автоматическом режиме. Разработчиками перспективного ударно-транспортного вертолета Ми-8АМТ ШВН предусмотрен комплекс эффективных мер повышения живучести. «Сапсан» будет оснащен бортовыми комплексами обороны, способными в автоматическом режиме выявлять ракетные пуски и использовать ложные тепловые цели. Кабины пилотов, ключевые узлы и агрегаты машины надежно защищены титановыми бронепластинами, а грузопассажирская кабина противопульной защитой из кевлара и энергопоглощающими сиденьями, предотвращающими травмирование десанта при очень жесткой посадке. Особенно мне запомнились боевые вертолеты Ми-28НЭ, экспортная версия вертолета Ми-28Н. А то, что этот экспонат на экспорт, намекают лица потенциальных покупателей. Ми-28НЭ предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Вертолет отличается усиленной бронезащитой, повышенной боевой живучестью и наличием современного высокоточного комплекса управления и неуправляемого вооружения. При разработке вертолета конструкторы уделили большое внимание защите экипажа и живучести машины. Так, важнейшие агрегаты ударного вертолета и проводки были дублированы и разнесены по разным бортам, а важные узлы агрегаты прикрываются менее важными. К-52Э с «Лмур» из Теле-305. Неуправляемое вооружение К-52Э включает неуправляемые снаряды С-13 и С-8, свободно падающие бомбы и бомбовые кассеты в калибрах от 100 до 500 кг и зажигательные баки. Также могут применяться и пушечные контейнеры. К-52Э может нести несколько типов управляемых ракет, в том числе и сверхзвуковых противотанковых ракет комплексов «Штурм ВУ» и «Вихрь-М» и управляемые ракеты «Воздух-воздух» и «Главе».
Модернизированный комплекс бортовой обороны работает в более широком диапазоне частот и на больших дальностях. На вертолет установлена система бортовой комплексной обороны «Моноблок» производства АО «НИИ Экран» из Самары, и она имеет угловатую форму, когда как предыдущая станция представляла собой вращающуюся сферу, за что она и получила прозвище «Яйца жизни». Новая лампа СПЗ-1500 генерирует модулированное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение для подавления инфракрасных головок самонаведения ракет класса воздух-воздух и воздух-поверхность и поверхность-воздух. Лопасти несущего винта имеют более мощные обогревающие элементы, что позволяет вертолету работать в более широком диапазоне температур, в том числе и в Арктике, которая является сосредоточением особого внимания российской военной стратегии в последнее время. Шасси оснащено колесами повышенной нагрузки и износостойкости, и вертолет также имеет надежные светодиодные огни. Кабина экипажа имеет улучшенную эргономику, а также лучше приспособлена для полетов в очках ночного видения. К-226Т – это многоцелевой вертолет модульной конструкции, который предназначен для проведения работ широкого спектра в различных труднодоступных районах, а также в условиях высокогорного арктического пустынного климата и на море. Модульная система предполагает использование сменных модулей различного назначения, а также перевозку грузов на внешней подвеске. Область эксплуатации вертолета включает в себя задачи транспортировки грузов до 1,5 тонн и перевозку пассажиров до 7 человек, а также проведение десантных и спасательных операций и поисковых работ. А установить нужный модуль способна небольшая группа людей в течение часа. Основным отличием от базовой модели являются два газотурбинных двигателя Ариус 2Г1 по 500 лошадиных сил на каждый французской компании Турбомека, избыточная мощность которых положительно сказалась на летных характеристиках машины, особенно в условиях высокогорья и пустыни. При отказе одного из двигателей вертолет сможет совершить взлет и посадку без потери грузоподъемности, а соосная схема винтов, традиционная для камовских машин, обеспечивает превосходную маневренность и легкость пилотирования. «Орион» — это средневысотный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат российского производства с большой дальностью полета до 24 часов. Беспилотник оснащен оборудованием для радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки, и он может использоваться и в гражданских военных целях. При необходимости на него могут подвешиваться 4 ракеты класса «Воздух-Земля» или авиационные бомбы для работы по вражеским целям. Существует и экспортный вариант аппарата, и он называется «Орион-Э». В комплектацию военного авиакомплекса «Орион» входит от 3 до 6 средневысотных летательных аппаратов с беспилотным управлением, система управления взлетом и посадкой, радиотехнический комплекс, блок размещения операторов, контролирующих работу беспилотников. Каждый такой комплекс может круглосуточно обслуживать участок фронта значительной протяженности в широком диапазоне климатических и погодных условий. Планер самого беспилотника имеет нормальную аэродинамическую схему. Он имеет средние размеры и оснащен хвостовым оперением V-образной формы. Выполняется из современных композитных материалов, обеспечивающих высокую прочность конструкции при относительно небольшой массе. Фюзеляж удлинен и имеет поперечное несимметричное сечение. Крыло прямое со средним расположением. Оно имеет развитую механизацию, управляющуюся при помощи ЭДСУ – электронной дистанционной системы управления. И еще один вариант БПЛА. После получения первичной информации о воздушных целях БПЛА «Сириус» ПВО должны выдвигаться в направлении их движения, осуществлять допоиск целей собственными средствами разведки и поражение имеющимся вооружением. Можно предположить, что проблем с тихоходными, плохо маневрирующими украинскими БПЛА «Камикадзе» не будет. В то же время обеспечить высокую вероятность уничтожения крылатых ракет типа Storm Shadow будет достаточно сложно. Возможно, повысится вероятность уничтожения современных малоназемных КР. Можно будет путем ввода в состав вооружения БПЛА «Сириус» ПВО ракет воздух-воздух малой дальности. Необходимо понимать, что даже если эффективность БПЛА «Сириус» ПВО против крылатых ракет будет невелика, то перехват большей части БПЛА «Камикадзе» будет иметь важнейшее значение, поскольку именно с их помощью противник будет пытаться перезагрузить объекты ПВО путем нанесения комбинированных ударов с массированным применением БПЛА «Камикадзе» и ограниченным количеством крылатых ракет в залпе. И, как показывает практика, БПЛА различного назначения будут играть все большую и большую роль при ведении боевых действий. И на данный момент для решения задач противовоздушной обороны эти машины пока еще никак не используются, несмотря на их огромные перспективы в этом направлении.
А это беспилотный авиационный комплекс с реактивными летательными аппаратами самолетного типа «Аспид». «Аспид» представляет собой высокоплан со стреловидным крылом и однокилевым вертикальным оперением, оборудованный турбореактивной силовой установкой, разработанной специалистами компаниями «Аэрокон». За счет развитой механизации крыла летательный аппарат имеет невысокую взлетную скорость – около 120 км в час, но способен развивать и максимальную скорость до 400 км в час у поверхности Земли и свыше 500 км в час на высоте до 6000 метров. Взлет осуществляется посредством разгонной катапульты, а посадка с помощью парашюта и пневматического амортизатора на воду. Отличительными особенностями беспилотного комплекса является неприхотливость в эксплуатации, простота и надежность конструкции, а также высокий ресурс планера и силовой установки. Это БАЗ-200, он стал первым БПЛА вертолетного типа, который получил сертификат своего типа. И в теории после этого можно будет налаживать массовый выпуск машин, которые так нужны в народном хозяйстве. А как мы знаем, ключевая проблема России, США и Канады – это слабая логистика северных регионов. Если в США и в Канаде этот вопрос в целом закрыт развитием малой авиации, в России этот вопрос долго решался емкой фразой «потерпите», а народ терпеть не хотел и дружно валил из северных регионов. А комплексы БАЗ-200 позволят протянуть в северные регионы руку помощи, которая так необходима, и на север можно будет доставлять срочные грузы, медикаменты и многое другое, без чего жизнь там людей явно не сахар. И теперь терпеть не надо, ибо появился инструмент, который обеспечит доставку. А вот вопросы о том, сколько будет построено таких инструментов, целиком зависит от руководства. Проекту нужен массовый государственный заказ в сотни, а лучше в 1000 машин. И будем надеяться, что государство найдет на это деньги. А это беспилотное воздушное судно ВТ-440, и предназначено оно для доставки грузов массой до 100 килограммов, а также мониторинга местности и разведки. В Российской Федерации в рамках экспериментального правового режима сертифицирован первый беспилотный вертолет ВТ-440, и он уже получил бортовой номер и выполняет разные задачи. Дрон планируется запустить в серийное производство. Вертолет весит 440 килограммов, и при этом он может нести груз до 100 килограмм в течение 4 часов. Крейсерная скорость составляет 150 км в час. Среди задач – доставка грузов, осмотр территории и разведка местности. И, вероятно, беспилотник прежде всего будет востребован в условиях Крайнего Севера, где с транспортом обстановка весьма напряженная, а некоторые районы и вовсе остаются отрезанными от цивилизации долгие зимние месяцы. Доставка лекарств, техники по воздуху будет настоящим спасением для бытовых услуг, а также для промышленников и ученых. Кстати, на севере логично испытывать аппараты, ведь вероятность столкновения или же падения кому-нибудь на голову там крайне мала. Позже можно будет перенести испытания в намного более сложные городские условия. БТР-82А образца 2023 года. На прошедшем форуме «Армия-2023» широкой публике впервые был представлен образец инновационного проекта российской военной промышленной компании ВПК, усовершенствованный БТР-82А, разработанный с учетом полученного боевого опыта и с повышенной баллистической и противоминной защитой. В первую очередь при создании этой машины основные изменения коснулись бронекорпуса, включая усиление уровня бронезащиты. И, конечно, многие обозреватели сразу обратили внимание на то, что усовершенствованный вариант БТР-82А визуально чем-то напоминает упрощенную версию БТР-Бумеранг, так как получил дополнительно разнесенное модульное бронирование, которое крепится на болтах. Более того, теперь отделение десанта расположено сзади, а моторно-трансмиссионное отделение в передней части, что, собственно, с одной стороны повысило комфорт и удобство высадки десанта, а с другой – дополнительную баллистическую противокумулятивную защиту в лобовой проекции. Парк ВДВ продолжает пополнять бронетранспортеры БТР-82АМ, и благодаря 30-мм автоматической пушке их огневая мощь выше, чем у предшествующих образцов в 2,5 раза. Эта машина используется для перевозки личного состава и огневой поддержки десанта. БТР-82АМ является глубокой модернизацией бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит своих предшественников практически по всем показателям. На БТР-80АМ установлены более мощный двигатель, скорострельная 30-мм пушка, спаренная с пулеметом по КТМ, усовершенствованные приборы наблюдения и прицеливания. БТР-82АМ оснащен радиостанцией 5-го поколения Р-168, комплексом ориентирования для определения текущих координат и отображения места машины на электронной карте местности и модернизированной системой пожаротушения.
Позаботились российские конструкторы и о броне машины. Инженеры повысили противоминную стойкость БТР-82АМ, а на внутренних поверхностях корпуса смонтировали противоосколочную защиту. Поверхность салона бронетранспортера обшита специализированным кевларовым покрытием, который необходим для дополнительной защиты экипажа от осколков. Отечественные колесные бронетранспортеры давно подвергаются справедливой критике из-за относительно низкого уровня защиты. Катанная броня толщиной не более 10 мм, например, для БТР-80, выдерживает только пули нормальных калибров, а крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые гранаты и ракеты гарантированно пробивают такую защиту. Данные замечания не прошли незамеченными для армейского руководства, и уже в 2016 году начались работы по серьезному улучшению бронетранспортера, а в 2019 году на военной выставке «Армия-2019» был представлен модернизированный БТР-82АТ. В данной модификации конструктора постарались исправить многие замечания военных. Так, для улучшения системы управления огнем боевая машина получила новый комбинированный двухканальный прицел с вертикальной стабилизацией и лазерным дальномером. Появился в БТРе и тепловизор. Поработали конструктора и над защитой бронетранспортера, и здесь пригодился опыт боевых действий в Сирии. А дело в том, что в ходе этого конфликта враждующие стороны активно экранировали свою технику для повышения ее защищенности от ракетного вооружения. Так, некоторые из переданных в сирийскую армию БТР-80 также получили свои решетчатые экраны. Стоит отметить, что подобные экраны на БТР-80 появлялись в единичных экземплярах в российской армии в ходе конфликта в Чечне и довольно массово в украинской, в ходе боевых действий на Донбассе. При определенных условиях данный вид защиты действительно позволяет сохранить технику в случае подрыва ракеты при соприкосновении с решетчатым экраном и ослаблении пробивной силы кумулятивной струи еще до ее соприкосновения с броней машины. И в итоге российские конструктора решили применить комбинированный вид защиты путем установки как решетчатых, так и броневых экранов. И все это было воплощено в БТР-82. И стоит отметить, что для усиления защиты бронетранспортеров путем установки дополнительных экранов занимаются не только в России. Так, в США на БТР Страйкер начали устанавливать решетчатую экранировку. Еще один вариант модернизации БТР-82 может получить пушечно-ракетный модуль «Баллиста». Боевой модуль с дистанционным управлением «Баллиста» был разработан для установки на бронетранспортеры. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней пулеметом, а также двумя противотанковыми управляемыми ракетами. Модуль оборудован комбинированным прицелом с телевизионной камерой и тепловизором и лазерным дальномером, способным обнаруживать и распознавать цели в любое время суток. И кроме того, на баллисту установлен прицел-дублер, что значительно повышает его боевые возможности. Как указывается, общая компоновка нового БТР-82А аналогична предыдущей версии с водителем и командующим спереди, пехотинцами посередине и двигателем сзади, и машина может перевозить до 10 военнослужащих. Стандартное оснащение нового БТР-82А включает новый прицел наводчика с инфракрасной системой, лазерный дальномер и независимую стабилизацию линии визирования в двух плоскостях. Как и предыдущий БТР-82А, оснащен усовершенствованной системой пожаротушения, обновленной радиостанцией Р-168, приборами ночного видения и системой топографической ориентации Дрона-1, которая работает совместно с GPS и ГЛОНАСС. В интересах российской армии был разработан перспективный передвижной разведывательный пункт ПРП-5 Марс-2000. Машины этого типа способны проводить оптическую и радиолокационную разведку в интересах сухопутных войск, выявлять объекты противника и наводить на них огневые средства артиллерии. А за счет современного комплекса средств разведки и разных шасси обеспечен высокий уровень тактико-технических и рабочих характеристик этой машины. Проект предусматривает установку системы оптико-электронного противодействия с датчиками облучения и дымовыми гранатами, а для активной самозащиты имеется крупнокалиберный пулемет с боекомплектом в 1000 патронов и дистанционным управлением. На месте штатного боевого отделения на шасси монтируется новый модуль разведки. Его внешняя часть имеет вид крупной броневой башни характерной формы. Впереди на такой башне смонтирован крупнокалиберный пулемет с дистанционным управлением, а в центре находится телескопическая гидравлическая мачта с платформой с аппаратурой. Она поднимается на высоту до 6 метров, имея средства автоматического горизонтирования.
Дальность действия оптики зависит от внешних условий. РЛС позволяет засекать цели типа человек с расстояния порядка 6 км или техника с расстояния 15 км. Средства разведки могут использоваться одновременно, дополняя друг друга и обеспечивая более эффективный сбор данных. А в качестве дополнительного средства наблюдения может применяться оптика боевого модуля. Унифицированная боевая платформа «Бумеранг» – это перспективная средняя колесная унифицированная боевая платформа. На практике это же целое семейство боевых машин. И на данный момент оно включает в себя БТР К-16, БМП К-17, а также возможны БМП с другими вариантами вооружения, включая 57 мм пушку и колесный танк со 125 мм пушкой. А в будущем ожидается появление на базе «Бумеранга» вспомогательных боевых машин, командно-штабных, санитарных, шасси для различных видов вооружений и так далее. Советские и российские боевые бронированные машины еще со времен конфликта в Афганистане вызывают множество нареканий, а главное из них – это низкая защищенность. За рубежом наши вероятные противники еще в 70-х годах прошлого века стали создавать БМП, БТР с противоснарядной защитой. Первой была немецкая БМП «Мардер». Следом пошли переделанные из советских танков израильские БТР «Ахзарит» и стали наращивать свою броню и последние версии американских БМП М2 «Брэдли» и БТР М113. У нас же по-прежнему новейший колесный БТР-82АМ имеет защиту только от пуль винтовочного калибра с боков и крупнокалиберных пулеметов в передней плоскости, а новое поколение боевой техники российских мотострелков в лице гусеничной плавающей БМП «Курганец» и плавающей колесной боевой машины «Бумеранг» должны решить эту проблему, как и машины, создаваемые на их базе. Корпус боевой машины разделен на 4 отсека. Первый спереди для механика-водителя, а затем идет отсек с коридором, следом отсек для командира и стрелка, а потом десантное отделение, в котором разместятся мотострелки. Создавая «Бумеранг», ВПК-7829 использовали многослойное бронирование с содержанием керамики. Этот вид защиты во много раз более эффективен, чем гомогенная защита. И в случае повреждения машина способна самостоятельно покинуть опасное место при полном отрыве двух колес или продолжить движение при простреле шин. И, кстати, о шинах. На форуме «Армия-2023» можно было увидеть, что из себя представляют пулестойкие шины. И наиболее простая и очевидная технология, с помощью которой можно продолжить движение на шине, из которой по какой-то причине вышел воздух, это внутренняя жесткая вставка в виде толстого кольца между колесным диском и покрышкой. И такая технология появилась довольно давно и используется до сих пор, поскольку относительно проста и недорога. Однако площадь контакта с дорогой у такого колеса в проколотом состоянии все же становится меньше, и на высокой скорости рулить машиной становится непросто и опасно. Плюс выше масса и выше требования к балансировке, и сложнее монтаж покрышки. А теперь давайте взглянем на стенд к нашим товарищам-белорусам. Они тоже ведь работают над своими бронеавтомобилями. Созданием перспективной бронетехники легкого класса в настоящее время занимаются сразу несколько предприятий Республики Беларусь. Свои силы в этом направлении пробуют и признанные лидеры автомобильной отрасли. Новый проект «Волат-В1» был создан инженерами Минского завода колесных тягачей. Это предприятие известно своими грузовыми, многоцелевыми и специальными шасси различных моделей. И не так давно оно получило заказ Министерства обороны, благодаря которому теперь имеет шансы выйти на рынок бронированных автомобилей. Разработка проекта «Волат-В1», также получившего заводское обозначение МЗКТ 490100, стартовала несколько лет назад по заказу военного ведомства. И в ходе этих работ планировалось создать бронемашину с колесной формулой 4х4 и противопульным бронированием. И требовалось предусмотреть возможность транспортировки бойцов с вооружением, либо же оснащения машины тем или иным оборудованием. А по желанию заказчика броневик мог бы получить оружие различных моделей или специальную аппаратуру. Новый белорусский броневик имеет стандартную для подобной техники архитектуру. Используется броневой корпус, защищающий все главные элементы конструкции и являющийся основой машины. Проект «Витим» был разработан минской компанией Минотор Сервис, а на Армию-2023 они привезли только модели своих изделий, а на модели я очень люблю посмотреть. А, кстати, позалипать со мной на модели можно и на моем втором канале Dasha Models.
так что приглашаю. Предполагается, что броневик сможет осуществлять разведку в ближних тылах противника, сопровождать и охранять автомобильные колонны, вести патрулирование заданных районов, перевозить и поддерживать огнем бойцов, а также возможно использование подобной техники полицейскими подразделениями или внутренними войсками в качестве штурмового автомобиля. А в дальнейшем VTIM сможет стать основой для монтажа стрелкового или ракетного вооружения, также радиоэлектронного оборудования и другого. А это новая версия автомобиля Тигр-М, и она была создана в ходе обобщенного опыта, полученного в ходе разных военных конфликтов, в том числе и в Сирии, и в ходе специальной военной операции. Броневой автомобиль Тигр-М выполнен в стиле машин из постапокалиптичного фильма «Безумный Макс», и его представили в рамках форума «Армия-2023». Обновленный вариант бронемашины оснащен дополнительной защитой в виде навесных бронелистов, делающих боевой автомобиль напоминающим технику из фильма. И кроме того, броневик обладает системой постановки завес «Туча», и его можно оборудовать танковым модернизированным пулеметом Калашникова или же крупнокалиберным пулеметом Корт. А в информационной записке к экспонату указано, что если традиционный Тигр-М предназначен для разведки, патрулирования и сопровождения колонн войск, то версия в стиле Безумного Макса способна уничтожать пехоту, легкую бронетехнику противника и также негабаритные беспилотные летательные аппараты. Модернизированный Нижегородским авиационным обществом автомобиль, получивший обозначение ГАЗ-66МП, внешне отличается от старой Шишиги, новой, получившей бронирование кабиной. Старый двигатель заменен на новый дизельный ЯМЗ-534, а на платформе грузоподъемностью в 2,5 тонны можно устанавливать различное вооружение. Например, боевой модуль ЗУ-23М1М, способный поражать цели на дальности до 2,5 километров. Имеющееся прицельное оборудование обеспечивает высокую точность применения, в том числе и в темное время суток, а расчет состоит из командира, оператора и 2 заряжающих. Возможна установка многоместного бронированного модуля, обеспечивающего перевозку личного состава в количестве 10 военнослужащих. На Армии-2023 также демонстрировался и санитарный защищенный вариант ГАЗ-66МБ-2, способный транспортировать 6 легко раненых или 3 тяжело раненых на носилках в сопровождении медика, а запас хода по топливу этого автомобиля 800 километров. Оснащенный арбалетом Тигр-М предназначен для охраны колонн на марше, прикрытия районов развертывания войск и ведения разведки. Он способен эффективно поражать пехоту и легкую бронетехнику. И кроме того, на боевом модуле предусмотрено средство постановки аэрозольных дымовых завес. Крупнокалиберный пулемет может бороться также и с воздушными целями. Стабилизированный крупнокалиберный пулемет в сочетании с современным программным обеспечением является самым простым и эффективным средством для защиты на передовой от небольших БПЛА. Арбалет ДМ может устанавливаться на различных боевых машинах, и такая особенность изделия связана с его конструкцией. Его можно устанавливать на колесные и гусеничные бронированные машины типа Тайфун, МТЛБ, Волк, надводные суда и стационарные пункты охраны. Модуль является универсальным не только с точки зрения установки на различных машинах, но и в зависимости от пожелания заказчика эта система может получить различное вооружение. Боевой модуль может оснащаться пулеметом ПКТМ винтовочного калибра или крупнокалиберными системами, такими как Корт. При этом, как следует из имеющихся данных, конструкция модуля никак не зависит от типа используемого вооружения. Характерной чертой этой системы является малый вес. Полная масса боевого модуля не превышает 250 кг. А это бронеавтомобили серии «Буран», и их строят по модульному типу. Используется общее двуосное шасси с требуемыми характеристиками, на которые могут устанавливать броневые модули различного назначения с теми или иными особенностями. И такая архитектура позволяет использовать модули оптимальной конструкции, а также упрощает выпуск унифицированного шасси. Основой семейства является шасси Буран СС. Совпадение? Не знаю. Это полноприводный рамный двухосный автомобиль на агрегатах коммерческого грузовика ГАЗ-3308 Садко. И к настоящему времени Буран первой модификации дошел до серийного производства в интересах из одной частей Росгвардии. И, вероятно, такая техника может поступить и в другие подразделения этой структуры, имеющие схожие задачи и потребности в технике. И, кроме того, в качестве потенциальных заказчиков могут рассматриваться и иные силовые структуры. Броневик «Федерал» впервые был представлен на выставке Интерполитех в 2011 году, и с тех пор эта машина успела поступить в серийное производство и начать службу в различных подразделениях. И кроме того, техника этого типа нередко появляется в экспозициях различных выставок.
Проект броневика на базе серийного грузового автомобиля был разработан Институтом спецтехники. Основным заказчиком таких машин является Министерство внутренних дел, приобретающее броневики для внутренних войск. Основой бронемашины, предназначенной для перевозки личного состава и грузов, является грузовик Урал-4320, а в ходе переделки в броневик базовый автомобиль получил набор бронирования и ряд новых агрегатов, благодаря которым может выполнять поставленные задачи в условиях высокого риска засад и обстрелов. Эта машина не предназначена для действий на переднем крае, однако она способна защитить экипаж и пассажиров от возможного обстрела из стрелкового оружия. Дополнительное бронирование устанавливается вокруг двигателей, в частности, используется характерная решетка радиатора, а также рабочих мест экипажа. Вместо кузова базовой машины применяется специальный модуль-фургон с местами для десанта. И десантный модуль по габаритам и форме очень похож на стандартный Кунг отечественного производства, и также предусматривается крепление и элементы каркаса для тента. Все это способствует маскировке, а бронированные незащищенные Уралы имеют минимум заметных различий. Тайфун У – это российский многофункциональный модульный бронеавтомобиль, и он сделан на капотном рамном полноприводном трехосном грузовом шасси. Производится данный бронеавтомобиль на Уральском автомобильном заводе, и индекс У и означает, что он уральский. В отличие от БТРов, не рассчитанных на подрыв, тайфуны должны выдерживать взрыв мин или фугасом весом до 8 килограммов. Бронемодули имеют V-образное днище, которое рассеивает действие ударной волны. Корпус и кабина высоко подняты над землей, а сиденья подвешены к стенкам и потолку. А главное отличие между броневиками КАМАЗа и Урала также отчасти связано с взрывозащищенностью. Дело в том, что каждый из заводов остался верен своей традиционной компоновке. Тайфуны К бескапотные, а тайфуны У, можно сказать, что носатые. Эти автомобили можно использовать в качестве разведывательной командно-штабной машины, санитарной машины или для ведения инженерной, радиационной, химической или же биологической разведки, для переброски личного состава и осуществления разнообразных грузоперевозок по любым дорогам и пересеченной местности. Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации новейший многоцелевой бронеавтомобиль ВПК «Урал», который оснащен дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. И обратите внимание на эти слова: начали успешно применять в зоне спецоперации. И это не прототип, а вполне серийный образец, и стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль или осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника. Бронеавтомобиль многоцелевого назначения ВПК «Урал» имеет колесную формулу 4х4, и он разработан на основе коммерческого шасси автомобиля «Урал» с применением компонентов, созданных в ходе инициативной разработки. ВПК «Урал» оборудован дизельным двигателем мощностью в 360 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 км в час. И на нем усилена противоминная защита, а при взрыве фугаса весом в 6 килограммов машина надежно защищает людей внутри. Самый любопытный и самый авиадесантируемый экспонат на выставке был Тайфун ВДВ со специальной системой десантирования из транспортного самолета. Элементы конструкции Тайфуна ВДВ обеспечивают его десантирование из самолета Ил-76 в количестве 3 единиц с применением унифицированной многоцелевой парашютной платформы УМПП. И в данный момент прорабатывается вопрос о возможности десантирования 3 членов экипажа внутри бронеавтомобиля. И в настоящее время проходит испытание в заводских условиях по вопросу десантирования данного бронеавтомобиля. При десантировании под автомобиль на ОМПП устанавливаются демпфирующие подставки, 5 поперечных подставок под лист противоминной защиты и по 3 продольных под каждый мост. А на унифицированной многоцелевой парашютной платформе предусмотрен воздушный амортизатор, что позволяет предохранить автомобиль от механических повреждений в момент приземления. Автомобиль закрепляется при помощи тросовых ветвей, производится установка опор под боевой модуль, закрепление вооружения, перевод узлов и агрегатов в положение для десантирования. Подготовка к десантированию автомобиля Тайфун ВДВ занимает не более 2 часов, а после десантирования перевод в боевое положение членами экипажа занимает не более 10 минут. Тайфун ВДВ мобилен, имеет вооружение, отвечающее требованиям боевых возможностей ВДВ и выполнение их боевых и специальных задач в мирное и военное время в различных климатических условиях. Тайфун ВДВ на данный момент является перспективным образцом техники для подразделений воздушно-десантных войск и вооруженных сил Российской Федерации в целом и может принести огромный вклад в обороноспособность государства при решении специальных и боевых задач.
А это боевая машина десанта БМД-1, первая в мире специализированная боевая машина воздушно-десантных войск и предназначена для десантирования как парашютным, так и посадочным способом. Работы по созданию БМД для ВДВ начались по инициативе главнокомандующего ВДВ генерала-полковника Маргелова. Разработка была поручена нескольким организациям, и в результате к серийному производству был рекомендован вариант Волгоградского тракторного завода под индексом объект 915 с комплексом вооружения, унифицированным с БМП-1. И в 1969 году под обозначением БМД-1 машина была принята на вооружение, а серийное производство было организовано на Волгоградском тракторном заводе, а всего было выпущено свыше 3800 экземпляров БМД-1 различных модификаций. Для авиадесантирования была разработана многокупольная система «Кентавр» и парашютно-реактивная однокупольная система «Ректавр». А это БМД-4М. Ее неоспоримым боевым преимуществом является эффективное вооружение, которое может уничтожать любые цели на значительном расстоянии. И помимо этого, из-за конструктивной схожести с ранними моделями выпуска БМП-3, боевая машина десанта проста в эксплуатации и в техническом обслуживании, неприхотлива в части замены различных узлов, деталей и других комплектующих. Высокие ходовые характеристики обеспечивают хорошую маневренность прохождения по бездорожью при вхождении в резкие повороты и через крутые склоны, а при необходимости можно усилить защитные свойства боевой машины путем использования комплекта накладной брони. К недостаткам БМД-4М относятся присущие этому классу вооружения аспекты, такие как невысокая бронезащита экипажа из-за алюминиевой составляющей корпуса, высокая маневренность машины и ее возможность десантирования пошли в ущерб защитным характеристикам, то есть борта техники уязвимы для крупнокалиберных пулеметов. Противоминная защита также имеет массу нареканий, так как нисколько не усилена в отличие от ранних модификаций, а внутреннее пространство боевой машины десанта сильно ограничено, что ощущается особенно тогда, когда бойцы находятся в полном боевом облачении. И кроме того, из-за технически неграмотного размещения моторно-трансмиссионного отделения в задней части машины, оно не может быть использовано в качестве своеобразной буферной зоны для дополнительной защиты экипажа. И, видимо, альтернатива в виде более удобной возможности десантирования у разработчиков была в большем приоритете. Помимо бронеавтомобилей и БМД, ВДВ сбрасывают с самолетов еще и пушки. 122-мм буксируемая гаубица Д-30 или 2А-18 была принята на вооружение советской армии в 1960 году, а через несколько лет начались поставки этого оружия зарубежным странам. И несмотря на солидный возраст, гаубица в исходном и модернизированном варианте показывает высокие тактико-технические и эксплуатационные характеристики. Она все еще сохраняет достаточный потенциал и при грамотном использовании остается удобным и эффективным огневым средством. Активная эксплуатация Д-30А в российских вооруженных силах продолжалась до начала десятых годов, а с 2013 года 122-мм буксируемая гаубица сухопутных войск начала заменяться аналогичными самоходными системами. При этом изделие Д-30А осталось на вооружении ВДВ в качестве относительно легкого и мобильного огневого средства с возможностью парашютного десантирования. Несмотря на специфическую конструкцию лафета и совершенство артиллерийской части, гаубица Д-30А не отличается сложностью эксплуатации. Подготовленный расчет способен использовать ее в любых условиях и показывать высокие результаты. Развертывание занимает минимальное время. Основные операции по обслуживанию осуществляются расчетом. Гаубица Д-30 также известна высокой надежностью. Опыт конфликтов последних десятилетий показывает, что это изделие может эффективно работать в разных условиях и успешно выполнять огневые задачи, а при правильном использовании поломки практически исключены, а возможные неполадки исправляются штатным образом. БТРД – советский авиадесантный бронетранспортер, предназначен для транспортирования личного состава воздушно-десантных подразделений. Бронетранспортер может десантироваться как парашютным, так и посадочным способом. При создании бронетранспортера в качестве базы использовано шасси боевой машины десанта БМД-1. Компоновка базовой машины сохранена. В кормовой части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение. Отделение управления и десантное занимают, соответственно, переднюю и среднюю части полностью закрытого герметичного корпуса бронетранспортера. Десантное отделение вмещает 10 полностью экипированных десантников. Посадка и спешивание десанта осуществляются через 2 люка в крыше десантного отделения и большой люк с прямоугольной крышей в кормовой части корпуса. БТРД стоит на вооружении на Украине, и до современных боевых действий их насчитывалось до 44 машин, а в России до 700.
Главной особенностью применения ВДВ является возможность их действий во вражеском тылу без поддержки и вдали от основных сил, и поэтому эти войска чаще всего используют второстепенные дороги и чаще вовсе обходятся без дорог, и поэтому требования к технике, которая используется в ВДВ, вполне объяснимы. Хорошая проходимость, вместительность и при этом при всем компактность, чтобы помещаться в грузовой отсек самолета. БТР МДМ «Ракушка» – многофункциональная десантная модифицированная машина России, созданная для поддержки подразделений ВДВ. Работа над созданием новой десантной машины начались еще в далеком 1992 году. Но, как всем известно, в те годы в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране началось сокращение финансирования армии и разваливание военной промышленности, что привело к прекращению работы над проектом. Но спустя 16 лет, в 2008 году, работы опять возобновились. Главная задача для новой машины была замена устаревшего советского десантного бронетранспортера, выпущенного еще в 1974 году. Новая же машина должна была отвечать требованиям современной техники и вооружений, а также учитывать специфику десантных операций. БТР МД был создан в КБ Волгоградского тракторного завода, а позже серийное производство было перенесено на Курганский машиностроительный завод, где началось производство модернизированной версии БТР МДМ, а с 2015 года бронетранспортеры стали поступать на вооружение российской армии. А по состоянию на 2018 год имелось уже 30 таких машин, и ожидается, что к 2025 году на вооружение десанта поступит около 200 БТРов данной линейки в разных модификациях. Ключевыми задачами БТР по-прежнему остается доставка десанта на заданные позиции. Новая машина позволяет перевозить бойцов своим ходом, десантироваться с воздуха, а также форсировать водные преграды и осуществлять высадку с моря с преодолением линии прибоя. И последний фактор делает ее полноценной амфибией. Завет-Т – новая машина управления огнем. Новейшее оборудование, установленное на комплексе, способно обнаруживать и классифицировать даже хорошо замаскированные объекты. Плотное взаимодействие с летательными аппаратами всех классов повысит точность наведения огня и усилит артиллерийские подразделения. Новинка, созданная на базе БТР «Ракушка», имеет одинаковые ходовые характеристики и способна преодолевать вплавь водные преграды и приспособлена к десантированию. И также машина выполнена и на полноприводном бронеавтомобиле «Тайфун» ВДВ. Завет обеспечивает целеуказание противотанковым соединением и позволяет организовывать отражение атаки бронетехники противника. Отмечается, что автоматизированные системы управления повышают эффективность различных видов вооружения в 1,5-2 раза. Например, благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ. Информация принимается и передается как по проводным каналам, так и по радио, а возможности Завета позволяют обмениваться информацией на дальности до 100 км. А в случае выхода из строя пунктов управления комплекс передает их функции подчиненным или же вышестоящим инстанциям. Тем самым обеспечивается непрерывность управления противотанковой обороной. И понятно, что комплекс автоматизированного управления артиллерией Завет-Т наряду с теми же оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» и тяжелой огнеметной системой ТОС-2 близ передовой становится первоочередной целью для средств поражения противника. Но на всякий яд находится противоядие. И в данном случае это унифицированные комплексы защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Их серийный выпуск в феврале нынешнего года начал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Об эффективности такой защиты говорит тот факт, что в состав комплекса входят уже зарекомендовавшие себя датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Такой комплект позволяет уберечь от все более активно применяемого высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением. Запущенный противником боеприпас или же авиационные ракеты, или же противотанковые комплексы в условиях применения комбинированных помех теряют ориентацию и, собственно, заданную цель. И словом, хоть комплекс Завет и лакомый кусочек для противника, но он ему и не по зубам. 2С-41 «Дрог» предусматривает строительство самоходной боевой машины на базе колесного броневика «Тайфун» ВДВ. Двухосный бронеавтомобиль должен перевозить боевой модуль с минометом и пулеметом и боекомплект с экипажем. Дрог имеет боевую массу в 14 тонн и управляется экипажем из 4 человек. Базовый броневик имеет противопульную и противоминную защиту. Также он комплектуется средствами оптико-электронного противодействия вооружением противника. Основным вооружением Дрога является 82 мм гладкоствольный миномет. Концепция самоходного миномета на серийном шасси не является новой, и в нынешних условиях ее значение растет. Развитие артиллерийских систем и средств разведки повышает риски для минометчиков.
а носимый или же буксируемый миномет с тягачом и расчетом может стать жертвой ответного удара, и поэтому минометчики нуждаются в мобильной и защищенной платформе. Бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ» показывает высокие характеристики подвижности на шоссе и бездорожье, что упрощает выход на позицию и убытие с нее. И кроме того, он был разработан с учетом требований ВДВ, и его можно десантировать с применением парашютной системы. Кроме того, машина изначально несет противопульное и противоосколочное бронирование, и уровень безопасности экипажа повышен за счет отказа от стрельбы через открытый верхний люк, а на дроке миномет находится в броневой башне. И появление серийных машин такого типа положительно скажется на минометных подразделениях ВДВ. Парк ВДВ продолжает пополнять бронетранспортеры БТР-82АМ, и благодаря 30-мм автоматической пушке их огневая мощь выше, чем у предшествующих образцов в 2,5 раза. Эта машина используется для перевозки личного состава и огневой поддержки десанта. БТР-82АМ является глубокой модернизацией бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит своих предшественников практически по всем показателям. На БТР-80АМ установлены более мощный двигатель, скорострельная 30-мм пушка, спаренная с пулеметом ПКТ-М, усовершенствованные приборы наблюдения и прицеливания. БТР-82АМ оснащен радиостанцией 5-го поколения Р-168, комплексом ориентирования для определения текущих координат и отображения места машины на электронной карте местности и модернизированной системой пожаротушения. Позаботились российские конструкторы и о броне машины. Инженеры повысили противоминную стойкость БТР-82АМ, а на внутренних поверхностях корпуса смонтировали противоосколочную защиту. Поверхность салона бронетранспортера обшита специализированным кевларовым покрытием, который необходим для дополнительной защиты экипажа от осколков. Также крылатая пехота нуждается в прикрытии с воздуха, и для этой задачи существуют комплексы «Стрела-10». Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» представляет собой высокоточную систему вооружения, предназначенную для поражения воздушных целей, состоящей из башни и машины управления, и данный комплекс обеспечивает наблюдение за вооруженными объектами и осуществляет сброс ракеты на цель с высокой точностью. Одной из модификаций ЗРК «Стрела-10» является комплекс 9К-35М2, который имеет возможность поражения крылатых и беспилотных целей, а его тактико-технические параметры позволяют осуществлять управление комплексом с помощью бронированного пульта командного пуска, а также использовать самонаведение ракет в зонах действия системы навигации. А также в рамках развития ЗРК «Стрела-10» проводятся исследования по реализации новых функций. Например, ведется работа по созданию лазерных систем целеуказания, которые позволяют держать под контролем маневры воздушных целей. А для этого используются модели и макеты, а также беспилотники, которые способны вести визуальное наблюдение и передавать информацию на ЗРК. Любой, кто сидит в окопе, станет верующим. И эта фраза не про то, что плохо быть неверующим, а про то, что очень плохо сидеть в окопе. И многие в интернете очень скептично оценили этот экспонат, но мне кажется, тут иронизировать не стоит. Религия помогает дать ответы довольно легкие на сложные вопросы, и пускай они не всегда на 100% правильные, особенно этих легких ответов хочется услышать в экстремальных ситуациях, коей и является война, поэтому такие машины – это полевой храм на базе УАЗ-Профи и нужен в некоторых количествах в действующей армии. И знаете, что мне такой храм нравится намного больше огромных помпезных сооружений, облитых золотом. Тут все скромно, есть все необходимое для церковной и воинской службы. И да, алтарь храма здесь находится в багажнике УАЗа, но для настоящего верующего ведь главное не внешняя оболочка, а внутренняя. Эта машина даже отдает неким флером лютеранства. Очень широко для такого рода войск были представлены войска стратегического назначения. Оно и понятно, их рабочие инструменты довольно габаритны. В общем, соответствуют спектру решаемых задач. А на выставке впервые показали транспортную машину изделия С-560 разгонного блока гиперзвуковой ракеты «Авангард», той самой. То есть это в отличие от Тополя или Яроса не пусковая установка, а просто перевозчик ракеты, а конкретно на этих кадрах макет ракеты. Но даже по размеру можно понять, какая разрушительная мощь стоит за этим оружием, и не дай бог, чтобы оно когда-либо было использовано. Ну и напоследок я хочу вам показать очень интересное выступление. Эта группа ребят на время разбирает и собирает армейский УАЗик. Тут прям так и хочется создать мем. Мальчик на время собирает и разбирает автомат Калашникова, а мужчина же собирает и разбирает машину УАЗик. Или, учитывая, что «Звезда» скоро выпустит модель УАЗика в 35-м масштабе, так и хочется проиллюстрировать это действие фразой «Кто-то перенюхал клей «Звезда».
Это если вернуться к моей теме основного канала.